Бонжур. Привет. Привет. Ой, как солнце ярко светит. Южное прекрасное солнце. У нас новый день, который начинается с поездки в булочную. И едем мы туда не на такси, На велосипеде Си. а на велосипеде Си. Как симпатично у нас здесь с утра. Ну и вечером было симпатично, с утра тоже симпатично. Такое курортное ощущение. Бассейн манит. Сосны ароматом своим сводят с ума. Мы снова на колесах. Вот нам сюда. Бонжур. Ух. Ой, как здесь пахнет. Галетами. Круассан. Пан шоколя. Пармезан нет. Есть багеты, меренги, канеле. Еще чего только нет. Как много здесь всего вкусного. 2 круассана, пармезан, улиточка и багет де ла мер. Какой-то интересный багет с морскими водорослями. Со вкусом моря должен быть. Я прям, мне кажется, не удержусь. Сейчас вот так вот попробуем. Как вкусно. Прям водоросли. Как будто бы кусочки ножи туда добавили. Твои любимые. Да, это прям вкус моря. Классно. На море морской багет. Не попробуй тоже. Это очень вкусно. Такой тонкий-тонкий вкус водорослей. Как вкусно. Кофе. Буляшки. И нас ждет вот такой прекрасный столик для нас двоих. Ну, мы же говорили, что это очень важно. Есть не только вкусно, но и красиво. Особенно, когда с этого начинается день. О, вот здесь вид так вид. Класс. Кружки любим мы такие. Ностальгические. Бон аппетит. Не сильно хрустящие, да? Не прям вот сильно хрустящие, но очень вкусные, кстати. Да? Вот их бы соединить вчерашний хрустящий с сегодняшним вкусом, было бы прямо это приятно. Ну да, у хозяйки подопали круассаны немножко. Ну да, вкусно. Ты прав, соединить бы их с вчерашними. Пока идеальные круассаны у нас где были? Позавчера, по-моему, где-то. Мы покупали, да? Да. Пекарня. Да. Пекарня Ля Рошель. Ля Буланжери. Ну, Лешечка еще пармезан. А я могу отказаться. Вот это вкусный. Здесь вот этим кремом патисье все пропиталось. Вкусно. Вкусно, да. Здесь много заварного крема. Мне как-нибудь нужно будет вместо круассана взять пармезан. Я не тяну уже 2 булки по утрам. Ну, надо как-то миксовать. Потому что пармезан тоже очень люблю. За вас. Хороший завтрак, хороший день. Здесь даже барбекюшница имеется. Мангальчик такой. Можно замутить что-нибудь на гриле. Какие-нибудь морепродукты. Или мясо. Так обязательно нужно для доброго начала дня. Вкусно. Спасибо этому дому. Снова идем к другому. Едем. Спасибо. Отель Иль де Люмьер. Здесь было приятно. Очередная пекарня. Она же кондитерская. В этот раз нам бы какой-нибудь десертец. Здесь вон они какие вкусные. И буляшки. Сэндвичи. Галеты такие прекрасные. Бриоши. Конфитюры. Печенюшки. И здесь шоколад. Риеты здесь даже имеются. И паштеты. И здесь много всего вкусного.
винчик алеронский здесь тоже можно прикупить. Розе, руж, блан, все имеется. Счастье? Счастье. Значит, накладывает 4 тарталетки, говорит, нет, только одну. О, ну теперь самое важное это довести до порта. В целости в сохранности. В целости и в сохранности, да. Ух, как красиво выглядит и аппетитно. Тарталетка с малиной еще красивее, она на фоне вот этого порта, Марины. Да. Так, у нас тарталетка с тарталетка с Мариной. И вот это тоже на самом деле называется тарталет с яблочным крамблом и абрикосом. Тоже должно быть очень вкусно. Ну, давай начинаем Ну, с малиной. Давай ты Нет, дегустацион. давай ты с малиной. Ну как? Как говорится, что чувствуешь? Мне кажется, по лицу все заметно. Очень вкусно. Да? Малинка свеженькая. Крем такой. Он здесь не заварной. Он такой какой-то немножко даже творожный. Да. Как вкусно. Угу. А крем похож на тот, который ты делаешь. С Это- крем-чизом и взбитыми сливками. Ну какой-то такой, да, он, с кислинкой. Обалдеть. Прям кусочки абрикоса я вижу. Давайте кусочки абрикоса пусть окажутся там, где надо. Это что-то нежное. Это яблочная прослойка. Мне кажется, яблочно-абрикосовая. Очень вкусно, попробуй скорее. Очень вкусно. Мне нравится, что они не сильно сладкие. Они прям такие деликатно сладкие. Да. Очень вкусно. Очень вкусно, очень освежает. И прям в дополнение к не очень удачным сегодня круассанам, мне кажется, что это прям да, то, что нужно было. И начался отлив. Искупаться в первой половине дня снова не получится. Нет. Рыночек с морепродуктами, где мы в прошлый раз отоваривались в 2015 году. Устрицы здесь вам откроют бесплатно. Бонжур, месье. Ух, сколько здесь всего вкусного и красивого. Рыночек небольшой, но здесь все, что душе угодно из морепродуктов. И устрицы дешевые, и креветки, и крабы, и рыба, и моллюски. Ça, c'est maillot avec de la salicorne. Саликорн, c'est quoi? C'est une algue. J'aime bien ça, oui. Avec ceci. Nous sommes filmés, nous sommes... Ну вот заходите на рынок и с пустыми руками оттуда уйти просто невозможно. Ты, конечно, скажешь, что это странно, но я увидел креветок, несмотря на то, что мы только что сожрали тарталетки и десерт. Если ты посмотришь на эти креветки по евро 20 за 100 граммов, соус взяли дополнительно маленький. Майонез с водорослями. Для креветок самое то. Держи. Улыбаются. В прошлый раз мы ели маленькие, я взял большие. Хорошо. Ну, я предлагаю куда-нибудь проехаться, потому что надо чуть-чуть растрясти тарталетки. Надо иметь уважение к тарталеткам, это их место. Да, да. Очень-очень здесь приятно и очень-очень здесь вкусно и красиво. Довольные, сытые и даже с запасом вкусного выезжаем из городка Ле Котинье. Пока-пока, Ле Котинье. А биенто. Запахи снова просто с ума сводящие. Здесь и хвоя, и что-то еще. Реально такие природные парфюмы. Хотелось бы их собрать в баночку, добавить туда немного морского воздуха еще, соленого, и вдыхать это холодными зимними вечерами. Потрясающе вкусно пахнет, да? Да.
Там еще иногда лаванда, да, попадается? Да, вот какие-то оттуда примеси лаванды вдруг появляются. Очень, очень кстати. Но главную песню в аромате здесь вот эти вот сосны исполняют. Le Grand Village Plage. В этом названии мне нравится все. Особенно Village Plage. Что-то мне подсказывает, что мы не только за креветками сюда. По-моему, можно будет и искупнуться. Там, по-моему, не сильный отлив. Отлив, но он здесь такой. Красивый отлив. И все купаются. Значит, там тоже надо. Такой бескрайний пляж. Красиво вот это. Все, нужно уже баба-горох делать. У нас такие с тобой эти поджаренные руки, поджаренные шеи. Такой дачный загар. Еле велосипедный. Класс. Так, возвращайтесь к Кудре. Приветули. Такие крупные, да? Ага. Такие. Хорошо? Хорошо, даже не способна описать, насколько хорошо. Вкусно. А с таким видом вообще прекрасно. Соус какой вкусный. Ты прав. Описать это очень вкусно. Они такие жирненькие, большие. Мы ели маленькие креветки позавчера, да? Да. А эти такие прям весь рот занимают. Вкусная. Обалдеть. Соус, между прочим, 3 евро. Но я подумал, что картина будет неполной без него. Соус прям очень вкусный. Обалдеть. Обалдеть. Подумали, что можно было легко и полкилограмма брать. А то и больше. Соус прям очень нужен. Сделал все это еще вкуснее. Ну, кроме того, мне кажется, это все так. Креветки, мидии, устрицы, мне кажется, это все так полезно. Но Да. у нас прям реально оздоровительная поездка. Майонез, кстати, тоже полезно. Если не перебарщивать, мне кажется, хочешь хлебом вот это вот вымазать, да? Я не против. Кусочком багета с водорослями. Майонез с водорослями. Самое оно. Да. Это вам сердце с острова Алеро. Освежились, перекусили, едем дальше. Немного так пляж подрасслабил, сейчас надо где-то набрать темпа, бодрости. Едешь ты, едешь такой на велосипеде, подустал. Хочешь присесть и отдохнуть, но не хочешь прерывать кручение педалей. Вот, пожалуйста. Чтоб ты не забывал, где ты есть? Да, что ты в велопоездке. Что даже отдыхаючи, ты должен крутить педали. Алеронские устрицы. Остановочка у магазина. Все еще в надежде купить изотоник. Я хотел в магазин сходить, показать вам что-нибудь. Интересно. Кто-то с кем-то там. Ой. Там какой-то шкандаль случился. Так вот, хотел я зайти в магазин, может быть, что-нибудь вам показать, но Леша сказал, что на жаре стоять не хочет и пойдет сам. Поэтому я с вами остался на жаре. Вот купил немножечко на зажорство. Надеюсь, британские газеты не накличут беду. Не надо. Пусть это будет единственным приветом из Британии. Все, мозг отключился. Что, как вижу, у них есть Gatorade, Powerade. Супер. Видимо, не разорвали контракт с Кока-Колой, и у них тут есть чего-то. По-быстренькому в маленький магазинчик посмотрим, что там есть. Открывайте. Здесь всякая летняя продукция.
Бутылки симпатичные какие. Все для дома, все для дома. О, вижу, где галеты Леша раздобыл. Конечно, эспадрильи. Сколько здесь они стоят, интересно? 8,95 евро. Курточки. У меня такая есть. Желтенькая. Полотенца пляжные. Такие сувенирные полотенца. Форт Боярд. Алерон. Печенюшки, галеты. Всякие. Ну, как вот это симпатично. Симпатично. Винчик. Сладости. Что, опять аппетит разыгрался. Пиво. О, ранже де ром. Ром с манго и passion fruit. Такой настойка такая. Персики. Такие вкусные. Овощи, фрукты. Помидоры какие прекрасные. Там еще много всего. Алкогольное что-то там. Всякие паштеты, риеты, пасты. Это из морепродуктов. Здесь рыба и морепродукты. Здесь кулинария, салатики какие-то, киши. Все так аппетитно. Паштеты, риеты, колбасы, ветчины. Такие колбасы. Здесь все в упаковке. Такие колбаски, ветчины. Как много всего. Креветки. Мы точно такие только что ели. Здесь, кстати, не намного дороже. Уже упакованные всякие заготовки еды, которые быстро разогреть и поесть. Рыба опять. Рыбный суп с крутонами рядом. Сыры. Ну, от сыров, конечно, да. От выбора сыров во французских магазинах, даже в самых маленьких, голову уносит моментально. Здесь сыры. Много-много-много разных. Прекрасных. Котелки для мидий. Муль. Тарелочки какие-то симпатичные. Мороженое. Ой, хочется мороженого. Рожки для мороженого. Здесь много всякого мороженого. Чего здесь только нет. Доски алеронские, сувенирные. Подставки под горячие алеронские. Доски с картой алерона. Кружки вот такие нарядные. Стаканчики. Для небольшого магазина, который называется «Экспресс». Я хочу сказать, что этот «Экспресс» вполне конкурентоспособен большим канадским супермаркетам. Очень крутой выбор. Новости нашего городка. Сразу куда-то пропала усталость. Я забыл сумку на пляже. Достаточно давно мы оттуда отъехали. Ёлки-палки, а? Вот это номер. Вдвоем туда, в воду, к форту практически решили не ходить, потому что у нас там на берегу остались сумки, в которых все: деньги, вещи, документы, все. Сами понимаете, лучше перебдеть, чем недобдеть, потому как если вдруг что, то там все, что нам просто необходимо для оставшегося отдыха здесь. Пожалуйста, стоит, родимая. У меня чуть приступ не хватил. Я выхожу из магазина, все поснимал весело. Леша мне говорит: где твоя сумка? Если ее ты с собой в магазин не взял... Такими буквами. Если ты не взял... А у меня телефон здесь, в маленькой сумке. Если ты, говорит, ее не взял с собой в магазин, значит, ее ты на пляже оставил. Вот она, моя хорошая. Кто-то ее бережно в тенечек поставил, да. Спасибо, добрые люди. В принципе, на 90% внутри я был уверен, что сумка будет здесь, потому что, велосипедный маршрут, и видно, что сумка велосипедная, и здесь, все у людей обычно на предстоящий отдых. И, это нужно быть совсем, я не знаю, монстром, чтобы просто
взять ее. Там все. Но зато бодрость сразу вернулась. Все, можно ехать дальше. Просто ехать дальше. Думал, что день будет расслабленным. Нет. Нет. Вот это учудил, так учудил. Потел, пока ехал. Зато как ты быстро до сюда доехал? Я вообще просто долетел ракетой. Я не знаю, с какой скоростью. Я сюда мчался. Да надо было видеть, как ты вышел из магазина. Вот такой, что? Я, твою мать, я цеплял. И молча, не говоря ни слова, вскакивает на велосипед и 100 км в час. Только его и видели. Без приключений в велопоездке вообще никак. Уже видно Олеронский мост, на который нам сейчас нужно будет забраться. И как вы, наверное, помните, там нет отдельной такой безопасной велодороги. И скорость у машин достаточно большая. И потом какое-то время тоже вместе с машинами по дороге. Поэтому безопасность. Ветер в лицо существенно усложняет подъем по мосту с острова Олерон или на остров Олерон. В данном случае приходится поработать ногами как следует. Отлив обнажил снова устричные грядки. Их много здесь. Вот туда вот уходит. Прям жарище вдруг внезапно сегодня очень жарко. Хочется найти какой-нибудь магазинчик или рыночек, где можно купить фруктов. Что-то фруктов хочется, чего-нибудь свеженького. Да. Я хочу персика. А я хочу малину. Абрикосы Нет, малину тоже сегодня я ела. Абрикосы хочу. И еще клубники хочу, и черешню хочу, и помидоры хочу, и фиги. Все хочу. Ну, хоть что-нибудь бы нашли, и будем счастливы. Поехали. А вы с нами, не переключайтесь там. Сегодня на пикник закупаемся здесь. Вот где вся жизнь и прохлада. И это уже прям огромный гипермаркет Leclerc, где еда, сыры. Мы же решили, что обязательно нужно есть сыры, находясь во Франции. Лёше очень хотелось персиков, значит нужны нам персики. Вот эти желтые помидоры меня прям манят. Вообще здесь много всего, как всегда глаза разбегаются. Выбор здесь, конечно, просто невероятный. Я спешился, мы спешились, как у меня прокололо где-то колесо. Ой, и дождь пошел. Ёлки-палки, а? Все прям кстати, а? Чем мы сегодня богаты и чем будем рады? Помидоры. Спасибо, какие солнечные. Ветчина. Сразу можно скрывать. Ветчина. Выглядит очень аппетитно. Вот. Сыр. Козий. Сразу тоже его откроем. Так. А здесь я так часть достану. Персики желтые и белые. Все как я мечтал. Да, все как ты мечтал. Перье, газировочка у нас. На минуточку. Багет. Уже с морскими знакомый. водорослями. И здесь у нас... И колбасу никто не отменял. Колбасу никто не отменял. У нас осталась палочка колбасы, еще сарсанре. Вот такая вот прекрасная палочка колбасы. Бон аппетит! А персик каждый с гравировкой. Прям реально. Да, на каждом. Вот на желтых. На каждом персике гравировка. Интересно. Прям не знаю, с чего начать. Хочется почему-то кусочек ветчины попробовать. Она очень аппетитная. Вот это же ветчина и багетик, пожалуйста. Вкусная хоть ветчина? Очень вкусная. Ну ты не мог купить невкусное. Угу. Вкусная. Почему захотелось вареной ветчины? Как там немножко, ну, все колбаса, сыровяленая, сырокопченая. Хотелось чего-то такого, свеженького вкуса какого-то. Очень вкусно. Мне кажется, нам понадобится нож для устриц. Ой, обязательно. Чтобы Для сыра. сыр. Сейчас достану.
Я пробую это не потому, что мне больше нравится, потому что он ближе ко мне. Тот я тоже хочу попробовать. Ну, какой-то маленький кусочек. Ну, я так скромно. Дегустасион. Чтобы люди не подумали, что я могу сразу весь этот съесть. Ведь можешь. Ничего не можешь? Нежнейший. Правда? Вот такой деликатный на вкус, как ты это. А вот этот? Ну, это с какой-то плесневелой корочкой. Должен быть понасыщеннее. Какой тебе больше понравился? Одинаковые они? Ну, они плюс-минус одинаковые, здесь немножко попикантнее вкус. Но ты не можешь у меня спрашивать, какой сыр мне больше понравился. Сыр! Мы уже один помидор съели. Но он был очень вкусный. Устричный нож очень многофункционален. Да вообще можно все делать. Брысь. Для тебя помидоры тут. Он такой сочный. Да. Такой вкусный. Вкусный. В Канаде таких помидоров нет почему-то. Ну, есть, но нужно поискать. Ну, прям сочнейший. Очень вкусно. Вкусная. Прям такой мясистый. Такой даже сладкий, не кислый совсем. А теперь пора вспомнить о том, что нужно вот как-то вот это поправить сейчас. Вот здесь вот у нас есть запасная камера, которая сейчас пригодится. В общем, мы заранее решили, что камера порвалась, сняли все, а потом решили проверить, где она порвалась. Надули, и вроде нигде не спускают, нигде нет такого явного прорыва. Либо кто-то подошел, спустил, что странно, либо каким-то волшебным образом все само произошло, чтобы добавить нам сегодня приключений. В общем, ставим ту же камеру назад и уже поедем. Персики еще съедим, мы их еще не попробовали, и поедем. Лешечка лучший заменщик колес, весь Грязноногий. был грязнорукий, но мило его пустили помыть руки вот в той вот брасserie. А мне кажется, ты спросил клиентки этого кафе, я не знаю, может быть, мне казалось, что она там работает. Она такая, конечно, иди. Ну давай отметим дело это персиками. Я их уже помыл. Газированные водой Бадуа. Ой, Перье, извините. Это белый. А это белые? Это белые, да. Они розовые скорее. Очень вкусные. Вкусно? Погода чудо. Ну такой сочный, такой красивый. У меня прям белый. Ну какие они сочные, какие они сладкие. Как я соскучился. Антарийские персики не ревнуйте. Антарийские персики не ревнуйте, но последний раз мы вас ели когда? В начале сентября. Очень долго. Прям из них все. Аж капает. Очень вкусно. Давай желтый попробуем. Давай. Желтый. Наверное, желтый. О, да, желтый. Желтый. Ну, сразу Очень видно. желтый и очень сладкий. Да? Вкуснее, чем белый. Я забыл, какие вкуснее. Поэтому взял 4 тех, 4 тех. Они и те вкусные, нельзя выбрать. Очень вкусно. Да, вот эти вкусные. Но, возможно, белый мне... Может быть, белый сам персик попался мне более сладкий. Это тоже очень вкусный, но тут прям... Прям умереть. Очень вкусно. Но все останутся. Я что-то много набрал. Очень хорошо. У меня глаза там разбежались. Они спелые все. Сразу можно есть. Не то, что антарийские купишь,
Они должны несколько дней полежать, дозреть. Вот на такой прекрасной площади мы присели. Нет, все-таки рано радовались. Рано персиками отмечали. Еще есть персики, поэтому еще отметим. В общем, все-таки есть прокол. Пока сидели ели персики, колесо опять подспустило, не доедем. Нужно менять камеру. Сегодня мы ранним утром подумали, что как-то сегодня будет расслаблено, немного километров. И я даже запереживал, что надо, наверное, куда-то заехать, чтобы как-то насытить день чем-то. А день насытил сам Вот себя. день сам себя, да, насыщает вполне себе. Забавная скульптурная композиция. Мальчик в руках тащит устрицу и за собой на веревке тянет кораблик с устрицами. Здесь очень-очень много устричных хозяйств тоже, как и на Алероне. Может быть, даже больше. И в Морене, городке, который мы только что посетили с приключениями, и в городке Ле Трамблат, в который мы как раз сейчас отправляемся, где останавливаемся на ночь. Но пункт в программе должен быть выполнен. Deux citrons. Нам завтра. D'accord. Là-bas. Тебе телефон нужен? Да, мне нужен телефон, пожалуйста, оплатить. Устрицы здесь продаются буквально на каждом углу. Поэтому без устриц остаться невозможно. Ну, где-то будет чуть дороже. Устрички! Мы вас скоро съедим. Не скучайте. Ну и теперь нужно куда-нибудь доехать в красивое место и отдегустировать. Красиво. Красиво. Спереди мост, на который нам предстоит взобраться. Будем считать, что это мы отрабатываем сейчас вину и сыр. И рыбацкие лодочки, да, идут? Устролодка, да. И она с устрицами прям. Устрицы на лодке катаются. Да, круиз устричный. Да, точно. А этот знак как бы нам намекает тонко, что без устриц отсюда вы тоже не уйдете, не уедете. Как я уже сказал, именно здесь находится ферма, где разводят самые вкусные, на наш взгляд, устрицы, и в Папан очень вкусные, которые мы полюбили еще с 2013 года, впервые попробовав их в Ля-Рошеле. А потом в 2015 году уже попробовали и в Ля-Рошеле, и доехали до фермы, и тоже здесь попробовали. И изменять этой традиции, дегустировать устрицы Ива Папана, мы не собираемся. И первым делом заезжаем в порт. В порт, где нас ждут устрицы, которые уже с нами, точнее, они ждут, когда они будут съедены. Такие симпатичные кабаны здесь расположились. Жарко прям очень, не знаю, мне кажется, градусов 35 на солнце. Очень жарко. Наверное, нашим устрицам тоже очень жарко. Так, лимончик сразу. Что-то я вляпался в какую-то прям говно наступил. Я не могу есть устрицы, я наступил говно. Мне нужно срочно упадет Иди, траву. вытирай в траву пока. Иди, я тут пока займусь открыванием, ты подойдешь. Там столько говна. Там очень много, да. Хорошо, что мы так не пришли, не заселились. Оно не обтирается. Ну ты походи по травке, потри как об коврик. Ну не надо, нет. К воде давай куда-нибудь подъедем потом и помоешь. Фу. Ветер в мою сторону. Это называется, если вам кажется, что вам мало приключений, велодорога вам их придумает. Казалось бы. Как моренские красавицы. Какая красивая. Ну прекрасно. Давай срочно дегустировать. В прошлый раз мы моренские устрицы не ели. Исправляем. Съеживается. Мы моренские устрицы привезли в Ля Трамблат. Как бы нас сейчас тут не это. Меня арестовала устричная полиция. Вкусные. Моренские устрицы, да.
Да? Но это жирненькое. Вот такие ореховенькие. Вкусные. Очень вкусные. Да. У нас такой устричный полдник. Да. Ну, мы сегодня все сделали, кроме мороженого. Ну, догоним. Догоним. Я считаю, что это идеальный натюрморт для полдника. Да и любого. Для любого. Любого. Любовь. Любовь. Любого приема пищи. Да. Отлично. У 4-х Послаще как будто чуть-чуть. они послаще, но потоньше вкус. Да. У 3-х более насыщенные, но они побольше. Как это вкусно. Очень вкусные устрицы в Канаде можно найти. Но почему-то устрицы ассоциируются с каким-то отдыхом, с отпуском. И вот для того, чтобы по полной ей устричкой насладиться, нужно, чтобы вот это вот все тоже было отдыхательно. Да. Чтобы в голове ничего не было. Чтобы прям вот по полной программе. Да? Что в голове были только устрицы. Устрицы, дорога. Все самое хорошее. Да. Заключительная устричка за всех-всех-всех, кто смотрит это видео. Bonjour. On avait déjà loué la cabane, alors on va vous laisser la maison et nous on va aller dormir on a un petit logement là-bas. Ça fait 3 ans qu'on fait la chambre d'hôte avec cette cabane et puis là j'ai fait une erreur, c'est moi. Alors la solution, j'ai dit on va laisser la maison, donc on vous a installé. D'accord. On vous a installé. Très gentil. Je suis vraiment désolée, c'est pas la cabane, mais c'est l'équivalent. Voilà. Là, vous avez une salle de bain, 2 serviettes, un tapis de bain. Ça va, après un savon, vous avez ce qu'il faut. Donc vous avez le lit là, avec la couette qu'il faut. Et puis pour vous, si ça vous va bien. Comme ça, on c'est parfait. servira- on C'est servira parfait. les deux petits Parfait. C'est идеально. Вот такая у нас сегодня спальня. С видом на Ле Трамбладе. На крыше Ле Трамбладе. В нашем распоряжении кухня. Но это все хозяйское. Это даже не для сдачи, не для того, чтобы вы здесь жили. Жить мы должны были в том сарайчике. Гостиная сегодня. Там мы инсталлировались. И вот такой у нас сегодня садик. Вот здесь мы должны были останавливаться. Вот в этой маленькой кабаночке. Но в результате живем в доме. Вот таком. Такое красивое дерево. Высокое, цветущее. Какими-то розовыми лохмушками. И вот такая у нас ванная комната. С такими дизайнерскими умывальниками. Тут мы в зеркалах. Или я. Где-то только что были мы. Надо освежиться вот в этом прекрасном душе и отправиться гулять и есть. Я как чувствую, что вот прям сегодня хорошо, что день расслабленный, что оставляли какие-то запасы и люфты на все. Оказывается, что-то там напутала хозяйка дома с бронированием. Мы должны были остановиться у нее в сарайчике маленьком, в кабане такой в саду. Мы пришли, и она начала с извинений, что все напутала, и в кабане уже кто-то живет. С одной стороны, конечно, хотелось колорита, с другой стороны, мы теперь живем в их доме, потому что... Вместо них. Вместо них, да. Ну, в гостиной они там развернули нам спальню. Вот, но сами они переезжают в какой-то другой сарай. Не в тот, который они нам должны были сдать, а в какой-то вообще дальний, в своем саду, и будут жить там. Но на этом все пошло не так, не заканчивается в сегодняшнем дне. Колесо мы поменяли, даже 2 раза туда-сюда. Доехал я до места ночлега, и оказалось, что колесо опять спущено. Либо камера, которая была запасной, тоже бракована, либо что-то еще. В общем, завтра нам предстоит веселый день.
не только доехать от пункта А, из пункта А в пункт Б, доехать. но и смочь доехать и как-то решить этот вопрос. Хорошо, что завтра суббота, а не воскресенье. И магазины велосипедные, и какие-то ремонтные мастерские, прокаты работают, да, как обычно. Тут есть один прям в этом городочке. А есть Да, далеко, да, либо в 40 километрах, либо в 20 километрах, в зависимости от того, как мы захотим поехать. Но мы все-таки постараемся завтра сильно планы наши не менять, как-то решить этот вопрос, потому что, получается, я все-таки могу на ней ехать. Вопрос, как долго. Но на всю поездку, конечно, оставлять такое подвешенное состояние, подсдутое состояние не хочется. Ну, как водится, в самом центре любого городка есть какая-то старинная церковь. Какое здесь все цветущее. Лаванда. Все цветет и пахнет. Платаны красивые такие, устрични. О, они все, смотри, облеплены малюсенькими моллюсками. Ух, запах здесь. Очень много симпатичных местечек. Устрицы, гамбасы. Здесь же и автомат по продаже устриц. 24 часа в сутки ты можешь купить себе всяческие разные устрицы. А что еще здесь есть? Вот это палюрды, да? Палюрды, мидии, где-то там я тоже видел. Вот, пожалуйста. Все свеженькое, готовое к употреблению. Между ресторанчиками вот такие прелести. Я про них уже рассказывал. Мульные прелести, да. Здесь все вылавливают и сразу на стол. Приехали в место, где, ну, надо бы есть морепродукты. Но мы морепродуктов достаточно много съели, даже за сегодня. Креветок съели 400 граммов. Устриц съели дюжину вот только вот буквально недавно. Устриц точно не хочется. Мидии мы вчера ели на ужин. Очень вкусные были. Очень вкусные были мидии. Мы, в принципе, морепродукты здесь едим много. И здесь бы, вот их нужно есть. Здесь очень классно мидии подают. Эклад де муль. На таких вот дощечках их запекают. Едят. Ну, блин, вообще нет аппетита для мидий. Если будете здесь, обратите внимание на вот эти вот мидии на дощечках. Точно мы не хотим мидии? Что-то, наверное, Блин, нет. смотри, здесь в каждом ресторане есть такая птичка. Вот на таких дощечках их потом вот там запекают. О, посмотри, как красиво. Ну, в общем, мы честно уже готовы были взять эти мидии, которые на дощечках засыпаются иголками с вот этих вот сосен, которыми здесь пахнет. Потом это все поджигается в печи, и вот они там запекаются. Получаются такие пропитанные ароматом запеченные мидии. Мы уже прям хотели. Но оказывается, здесь все зарезервировано. И место, которое нам предложили, он прям там где-то посреди зала, у дороги, да. И что-то как-то мы решили, что нет. Лучше мы сейчас что-нибудь найдем, то, что действительно сегодня хочется. В приятном месте с приятным видом. Когда елку будем вытаскивать, мы иголки от нее оставим. Купим мули. Они засохнут, мы купим мули и на гриле сделаем то же самое. Или засунем в камин и подожжем. Мы нашли прекрасное местечко. Присели вот с таким вот видом. Мы могли бы сесть здесь, но здесь еще солнце светит. И будем есть не морепродукты. А мясо продукт. Тут написано, что лимон планшас, он cuit dehors avec une sauce huile d'olive, ail, persil et de la poudre magique. Мидии здесь запекаются снаружи с соусом из оливкового масла, с чесноком, петрушкой и с волшебной пудрой. Устрицы поехали кататься. Ну что, красивая, поехали кататься. Солнышко еще светит, а под ним сегодня очень жарко, да. Но сейчас оно уйдет. Но здесь все-таки прям совсем рядом с водой сидеть гораздо приятнее. Ну, уже прохладнее, уже 29 градусов.
Ну что, мы приехали. Место, куда все приезжают за морепродуктами и едим мясо. Прекраснейший стейк бавет с соусом из голубого сыра, с картошкой фри и салатом. Бон аппетит. Бон аппетит. Ну что там с прожарочкой? Ой, Сегодня? мясо хорошее. О, Все прекрасно. Розовенькое, все как надо. ну, французы, да, они с мясом умеют обращаться. В случае чего можно всегда дожарить. Ну как? Очень вкусно. Я доволен. Честно говоря, так хотелось мяса с соусом из голубого сыра, блюдо. Он жилистый такой, этот сок, сам кусок мяса вот этот добавляет. Ну, очень вкусный, очень сочный. Все. Выбором нашим более чем доволен. Да. Хочешь ли ты кофе или десерт? Нет. Кофе это так, видимо, как-то прийти в тонус после этого, взбодриться после ужина. Я не хочу бодриться. Я хочу только улиткой доползти до нашего жилища сегодняшнего. И все. Здесь тоже добывают соль. Сытые и очень довольные, и такие расслабленные, и так хорошо здесь идти. Ветерочек дует. Наконец-то жара спала. Сегодня было прям плюс 35, это было прям жестко. Птички что-то там поют. Хорошо. В общем, сытые и довольные. Идем спать. И прекрасные виды. Доброе утро. Бонжур, займи. Пора завтракать. Пойдемте. Пожалуйста. Наш прекрасный завтрак. Ой, с яйцами, как замечательно. Да, немного разнообразия. Котю зовут Пинс. Привет. Да, йогурт вкусно. Для разнообразия. С одной стороны. Для живота полезно однозначно, Да. для желудка. Чуть меньше хлеба, но нет, не меньше хлеба. Да, хлеб есть, Ну, зато хлеб супер. есть, конфитюр есть, масло есть, яйца. Вот я сейчас с удовольствием еще яйцо закину. Вот чему я несказанно рад сегодня на завтраке. Несмотря на то, что у нас сегодня нет круассанов, буляшек есть, багеты. Йогурт. Да, очень хотелось чего-то такого свеженького для разнообразия. Вуаля. А еще прямо с утра такой приятный сюрприз от хозяина дома, который сервировал завтрак. Там бьют часы на старой башне. Сервировал завтрак, мы сели уже, и он прошел мимо с нашей камерой от колеса, которую он исследовал, нашел там прокол. Оказывается, мы заменили камеру, но не проверили покрышку на наличие какого-то, видимо, там артефакта, там гвоздик или что-то еще, что вторую камеру сразу же нам прокололо. Показал, что он заклеил, и сейчас, по всей видимости, все поменял, и мы поедем. Без всяких ремонтных мастерских. Спасибо. Спасибо. Приятно. Да. Называется «Пока ты спал». Очень милые, на самом деле, хозяева. Им жутко было неудобно, что мы не там, а в доме. Но, в общем-то, нам вполне все комфортно. Угу. Ой, комаров штучку принес, крутил. Да. И вот, пожалуйста, велосипедная шина, прям прекрасно. И вот такой у нас на завтраке вид на сад. Дерево вот это вот роскошнейшее совершенно. Ага, пахнет, и от него прям тень. Мы вчера, когда пришли, жарко везде было, а у них здесь прохладно. Что, как они кондиционировали свой сад. А конфитюры брикосовые, да? Да. У кого мы остались? Франсуаза им рассказала. Они очень любят абрикосовый конфитюр.
Мы снова на колесах. Помним еще по прошлому разу в самом центре организуется вот такой вот большой рынок. Здесь и вещи, и всякие фрукты, овощи, продукты. Очереди выстраиваются. Здесь уже люди сидят, завтракают. Город наполняется жизнью. Мы сейчас еще там прогуляемся. Там еще крытый рынок есть. Мне нравится гулять по таким рыночкам. Вот здесь колбаса. Но у нас еще осталась наша колбаса. Еще осталась остренькая. Пока новый запас за 10 евро 3. О май гад. Ну мы тогда и будем все время одну и ту же колбасу есть. Ну нет, колбасу, слушай, надо сначала хотя бы это дать. Лук, чеснок. Кстати, слава богу, что сумку ты свою нашел, потому что в тот раз колбаса была у тебя в сумке. Да, то могли бы лишиться колбасы. Да. Это очень важный И элемент сумки, сумки. конечно, лишились бы, но колбасы жалко. Здесь орехи. Хочешь орехов? Я такой радостный от того, что нам починили колесо, Да. что теперь где-то хочется здесь порадовать всех всем. Покупать у всех все. Маслины, снова колбасы, сыры, устрицы, овощи, фрукты. Там дальше вещички опять. Мне больше нравятся продуктовые ряды. Ну давайте посмотрим, что там интересного внутри. Ух, как всего здесь много вкусного. Как здесь много всего вкусного. И по каким приятным ценам. Креветочки. О, серые креветки, розовые креветки, блошечки. Большие креветки. Чудеса местной кулинарии. Шашлычки всякие, все замаринованное, колбаски какие-то. Как все это аппетитно выглядит, обалдеть. Все такое аккуратное, такое вкусное, такое красивое. Сыры. Царство сыров. Королевство. Рыба всяческая, просто вообще какой здесь только нет. Крабы какие смешнючие, лангустины. Мне нравится, город прям живет. Да? Солнце взошло и город ожил. Овощи, фрукты. Устрички. Но у нас на них сегодня другие планы. 6 евро, 5 евро, 4 евро за дюжину. Галетки. Какие симпатичные пирожки. Как это все вкусно выглядит. И глаза разбегаются. Хочется все. От горохов до капусты, блин. Дыньки, арбузы. А вот в эту овощную лавку самая большая очередь. Мне кажется, что это знак. Нужно тоже встать. Ну нет, ну невозможно уйти с рынка с пустыми руками. Ну это просто невозможно. Я взял 2 персика, 4 абрикоса и баргеточку клубники. Еле удержался, чтобы не взять бутылку яблочного сока газированного. Не взял? Надо было? Надо Значит, было? просто газированный яблочный сок? Да. Ну, конечно, надо было. Может быть, сходить еще? А там большая очередь? Ну такая там самая популярная это, да. Ну что? Женщина там ображала своего партнера. Я стою, готов платить часами. Ага. Она все нормально, машинка набирает. Он такой смотрит, он говорит, он не знал, что можно платить этой штукой. Я говорю, да. Он говорит, вию старый, древний. Я говорю, все мажики. Нашли себе прекрасный безалкогольный напиток. Яблочный газированный сок. Это практически сидр. Только безалкогольный. Да. Мне кажется, что мы должны на рыночке такие теперь присматривать. Кому это подходит. Это сидр фактически, Да. только без алкоголя. Утром жизнь в маленьких городках кипит. Подкипает. Какая аппетитная витрина. Даже в самом маленьком городке французском есть своя кондитерская, патиссеришная, булочная, понятное дело, есть везде. Если есть булочная, значит должны быть Буляшки. буляшки, да. Я У нас попросил второй сумку, чтобы прикрыть батон. У нас традиционно, да. Небольшой багет. Какой ты взял сегодня? Грен. С
зерновой, да? Да. И Небольшой пармезан. пармезан. Ты же хотел круассан. Ну, я передумал, там, конечно, круассаны были по евро всего, но я решил, что... Надо было себе взять круассан еще. Не надо, чего, не слишком много, у нас что, фруктов столько. А багет прям тепленький. И пахнет даже сквозь вот этот вот пакетец. И хрустит. И хрустит. Да. Яхты. Так это все вдохновляет. Хорошо, когда не жарко. Да, да. Хорошо, когда не холодно, хорошо, когда не жарко. Хорошо, когда не пасмурно. Но сейчас прям идеально. Такой у нас второй завтрак. Абрикосы. Красненькие. Такие аппетитные. Нектарины. Мне сказали, что персики сегодня не спелые. Надо брать недостаточно спелые. Надо брать нектарины. Клубничка. Аппетитная какая. И буляшка. И вот с таким вот видом мы сейчас это все употребим. Какая клубника ароматная. Просто обалдеть. Прям вообще. Шарантез. Там кто-то включился. Хочется нюхать и нюхать. Скамеечка у нас та же, на которой мы ели устрицы. Мы ее облюбовали. Ты что там себя поглаживаешь? Себя защищаю от солнца. Так, ну давай же, пожалуйста, отведаем Защитим себя от угощений. голода. Угощений, да. Надо сполоснуть фрукты. Вообще, прям ее можно все вынюхать. Вынюхать, да. Я сидел и вынюхивал ее. Даже ни одной не попробовал. Ни одной? Нет. Такой стойкий оловянный солдатик. Пока Леша ездил за водой, я ни одной не попробовал. Большое упущение. Надо было попробовать. Вкус- Такая вкусная. Вкусная, да? Да. Я прям сразу здесь сейчас. Я же тебе говорю. Ну какая-то божественная. Сладкая-сладкая. Закачаешься. Очень вкусная. Ну давай не отходи от кассы, давай пробуй персики, абрикосы, что там абрикос это. попробую. Смотри, какой-то розовый прям. Покажи еще. Он такой. Вкусный. Вкусный. Очень вкусный. Такой весь мясистенький. Абрикосы мы еще в этой поездке не ели. Да. Очень вкусно. Вкусные. Очень вкусный. Понятно, что они здесь варят варенье из абрикосов. Я бы тоже варил. Да, абрикосы прям достойнейшие. Ты бы тоже варил, а я бы ел. Спелый? Ого, сочные. Нектарины мы тоже не ели пока еще. Нет, пока еще. Прям весь такой. Аж все течет. Очень вкусно. Идеальный второй завтрак. Прекрасно. А устрицы будут третий. Ну что? У тебя здесь в комплекте еще? Не надо обходить внимание буляшки. Нет, не надо. Поэтому Не обходи. ее же пекли с любовью. Удалось? Вчерашняя была чуть-чуть вкуснее, мне Ну, кажется. зато здесь прям крема заварного так. Не пожалели. Вкусно. Но не идеально. Я помню, мы где-то ели идеальные в прошлой ее поездке. Да, где-то в табачной лавке. Да. Но это вкусное, достойное. Хочешь попробовать? Нет. Нет места. Я немножко оставил место. Вкусные абрикосы. Но я
наверное, люблю больше персики в свежем виде. Причем я люблю больше персики, а вот в готовом виде, например, в виде мороженого, В виде варенья. если будет в виде варенья, да, если будет вот выбор персик и абрикос, выберу абрикос. Интересно. Потому что в готовом виде абрикосы мне нравятся больше, чем персики. А в свежем виде я предпочту персики. А грибы вы любите собирать? Только в виде варенья. Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать? Надеюсь, вы не собираетесь собирать грибы? Какая прекрасная цветущая клумба. Ух, гибискусы распускались. Ле Трамблат мы пока еще не покидаем. Как я сказал, есть у нас небольшой пункт. Вчера мы упоминали про устрицы, которые любим больше всего. Устрицы Ива Папана. И вот здесь как раз, в этом городке Ле Трамблат, находится ферма по разведению этих самых устриц. Этого самого Ива Папана. Там никаких дегустаций нет. Там просто все покупают оптом, мелким оптом в розницу. Никто никому ничего не открывает. Каких устриц? Мы тогда тоже сами устрицы не открывали, не знаю почему, как-то не практиковали это дело. Приехали туда, я спросил, открываете, не открываете, нет, не открываем. И я, конечно, видимо, вся боль на моем лице, что мы приехали сюда. Здесь устрицы Ива Папана сильно-сильно дешевле, чем мы ели на острове Рэ. И сильно-сильно вкуснее. И уверен, сильно-сильно вкуснее, Сильно-сильно потому что свежее. это прям вот здесь, где их разводят. В общем, они увидели всю боль на моем лице, всю горечь от того, что мы сейчас не поедим устриц, и согласились нам открыть дюжину. Съели мы их прям там, без всякого лимона, без хлеба. Получили огромное удовольствие. Настолько огромное, что едем получить его еще раз, но уже со своим ножом, с хлебом, с лимоном. И, скорее всего, устриц, конечно, прям там есть уже не будем. А возьмем их с собой, Покатаем. покатаем немножечко, покажем мир им, на велоодиссею вывезем, найдем потом приятное местечко и употребим. Пошло-поехало. Все устричное. Здесь уже и автоматы. 8 лет назад такого, конечно, не было. Где? Это как раз Ива Папана есть. Устрички Ива Папана ждут нас. А это такие самые дорогие. Номер 2, посмотри. А здесь можно винчик сразу прикупить к дегустации. Луковый уксус. Это соус руй для рыбного супчика. Ножи здесь тоже продаются Ив Папана. У нас есть нож крутой. А вот здесь вот это все чудо происходит. Вон там. Фасуется, упаковывается, выращивается. Мерси. Так, мне разрешили пройти туда и посмотреть на волшебство изнутри. Вот как все это происходит. Здесь устрицы купаются, наслаждаются, созреваются, очищаются, чтобы потом вкусными отправиться к столу. Вон там вон мешки. Мы видели, как их вывозят из моря. Здесь уже они фильтруются и готовятся к столу. Красота. Святая святых, так сказать. Вот они, красавицы, готовы к расфасовке. А здесь мидии в компании. Женщина, по-моему, та же самая, да? Устрички взяли. Защищены. Защищены. Они у нас здесь. Сейчас мы куда-нибудь доедем немножечко, как раз пока разгуляемся и продегустируем. Вот это вот самые вкусные, по нашему мнению, устрицы. Въезжаем в лесок. Ля Кубур. Тишина, да. Там где-то на фоне машины остались. А здесь тишина. Это мы только въехали, сейчас будет еще тише. Вот это еще один большой плюс велоодиссеи. Велодорога очень часто уходят в какие-то лесочки,
где можно ехать в тени, прячась от палящего солнца. Оно здесь бывает достаточно палящим. И по дороге из лесочка можно завернуть на пляж. Их здесь много тоже. Не хочешь искупаться? Пока отлива нет. Мне кажется, надо. Ждут устричные перчатки. Так. Наряд у меня, да, сегодня? Устричный наряд. Устричный наряд, да. Мне кажется, устрицы Иван-Папана достойны того, чтобы их открыли в таком прекрасном месте. Открывайся, красавица. Вот такой устричный натюрморт у нас. Багет, лимон и устрицы Во всей красе. Ива-Папана. И вот такой вот вид у нас к сегодняшним устрицам полагается. Даже не знаю, с какой начать. Вот, начиная вот с этой, она самая-самая красивая. Это самая вкусная устрица, которую мы ели за эту велопоездку. Прям реально самая вкусная. Они того стоят. Это же просто какое-то счастье. Скажи. Очень вкусная. Маленькие прям насыщенные по вкусу. Такие сливочно-ореховые. Ну попробуй скорее вот это вот, которые, как нам сказали, чуть более соленые. У них чуть попроще вкус. Они подешевле, но тоже дорогие в сравнении с другими устрицами. Это как те, только чуть посоленее. Вот тоже очень вкусные. Обалдеть. Заключительная сегодня устричка. Ну и впереди у нас пара дней, наверное, без устричных. Потому что мы сейчас едем в те места, где, по-моему, которые не славятся устричными фермами. Но через пару дней доедем до очередных. Иди ко мне, родная. Прям сладкие такие. Очень вкусные. Давай, дорогушечка. Давай, за нас, за вас. За то, чтобы всем было хорошо, Как нам сейчас. как нам сейчас. Ну это какое-то чудо. Очень вкусно. Вкусно и красиво. Вот эти устрицы, всем любителям устриц обязательно нужно попробовать. Заустрить, да. Двигаемся дальше. По красоте и вкусноте. Пахнет здесь очень вкусно. Слышите? Цикады разорались. Распелись, простите. Поют. Поют красавицы. Громко так поют. Ехали. И приехали. По-моему, в этом месте мы останавливались в прошлый раз, судя по названию бургера, который уж очень вдруг захотелось. Вот это я понимаю. Красиво. Рот бы открыть на такой бургер. Сейчас найдем где-нибудь местечко в тени и присядем, отведаем бургер, который называется Crazy. Там чеддер, там пуатрин фуме, грудка копченая с дымком. Должно быть очень вкусно. Козырный столик в тени деревьев. Расположили велосипеды. Идем выбирать бургеры. Прикольно. Мы именно в этом месте и останавливались. И брали тот же самый бургер. Сегодня взяли два разных. Этот трак здесь уже 10 лет. Le crazy, le bacon. Шевр. Это с шевром. Булочка такая прям правильная, поджаренная. А здесь пуатрин фуме, лук хрустящий и чеддер. Картошечка. Бон аппетит. Мерси. Сколько вкусов сразу.
Как котлета. О, такая розовенькая, прекрасная. Как тут говорят, ампек. Никель. Ну как? Булочка такая прям правильно поджаренная. Не клёклая. Котлета вкусная и грудка копченая тут. Покажи. Ну, я еще не добрался до самого вкусного там. И лучок. Очень вкусно. Ну, супчико очень сочный. Очень вкусный. Если у вас предвзятое отношение к бургерам, к французским, придется его все-таки изменить, к французским бургерам отношение, потому что это особый вид еды. Во-первых, это всегда какой-то вкусный французский сыр внутри бургера. Во-вторых, это всегда идеальная прожарка котлеты. Ее никогда не ужаривают, как говорят, В усмерть. сисю. В усмерть. Да, в сисю, в усмерть. Никогда не ужаривают в подошву. Максимум это какая-нибудь там medium rare, а лучше брать саньян, чтобы был такой розовенький, максимально Сочненький. внутри сочненький, да. И обычно о прожарке тоже заранее спрашивают всегда. Вот. Французский бургер это Не просто бургер. это не шубу вам в трусы заправлять. Это не вам в трусы шубу заправлять, а это не шубу в трусы заправлять. Кому угодно. На вагончике мне нравится написано Eat well, travel often. Типа, хорошо ешь и часто путешествуй. Прекрасно. Прекрасный тост. Этот Я говорю. а твой, с козьим сыром. Да. Вот, Это между вкусно. прочим. Ну, хоть сейчас свой даем. Да нет, ешь. Очень вкусный у тебя бургер. А на десерт у нас снова запах сосен. Ух. На повороте в сторону Руаяна, городка, в который мы направляемся, находится вот этот прекрасный маяк. Называется Phare de la Coubre. Ля Кубр. А у подножия такие стеклышки сине-голубые. Смотри, как прекрасно. Ты видел? Драгоценности. Ну что, поехали дальше? Нас ждет Руаян. Подкрутить педали, забраться вверх и можно скатиться. Мне нравится здесь. Надо скатиться быстро, чтобы быстрее взобраться. Вверх-вниз, вверх-вниз. Прям такие веселые горки. Тоже пляж с отливом, но прекрасный, длинный, песчаный. Красиво стоишь. Красиво стоишь, Юрка. Красиво? Красиво. Добрались до городка Руаян, откуда нам нужно будет сесть на паром и доехать до городка Вердон. Домики все вот эти вот в стиле Бель-Эпок. Да, вот здесь прям биаррицем пахнуло. Бухточки с пляжами, которые особенно живописны, наверное, во время прилива. Если вдруг будете путешествовать по этим местам, можно остановиться и здесь. Вот эти вот машины, длинная очередь, это как раз все на этот самый паром до Вердона. Длинная очередь. Вот на этот паромец мы немного не успели. Перекус у нас Гулливером. гульбером, да. Ты прям две сразу будешь есть? Кто сказал? В зале ожидания. Ожидаем. Ожидаем. Загружаемся. Пристегнули велики. Можно подняться на верхнюю палубу. А там на нижней палубе едут не только велосипеды, но и машины. У нас самые козырные места. Хорошо, с ветерком. Подходим к Вердону. Мы на пароме только один раз на машине, да, переправлялись? Да, помню, Сицилии. На Сицилии, ага. Тыц-пыц!
И добрались. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, перрон останется. И при въезде в городок Сулак нас встречает вот такая вот красавишна. Статуя свободы. Американский флаг, французский флаг, флаг Евросоюза. А мы приехали в Сулак. Ага, домики, конечно, здесь вообще волшебные. Очень красивый городок, который не может оставить никого равнодушным. Очень красивая архитектура здесь. И пляж роскошный. Много ресторанчиков, кафешек. А вот и наш колоритный отелец на сегодня. Бьенвеню. Ой, какой колоритный, да? Велопарк вот здесь. Мы здесь и припаркуемся. За велопарчем. И за велопарчем, да. Ой, как здесь приятно в тенистом садочке. Идем парковаться сами. Достаточно колоритный такой отельчик. И дяденька там на ресепшн такой колоритный. Пират. Такой немножко пират, да. Ну что, распаковка номера? Да. Что нас там ждет? О, во-первых, свежо. И симпатично. Ла пляж. Такой небольшой номер. Весь наш. Иногда хочется отдохнуть от общения с хозяевами домов, поэтому отель вот это как раз на тот случай. Перерывчик. Так. Смотри, у нас здесь балкончик. Такой вполне себе балкончик. Приятный. Домики видны. Туда-сюда. Сулачные. Ну, в номере мы практически время-то проводить и не будем. Мы сейчас Да, быстренько, конечно. да, душ, который, кстати, вот здесь. Вот это вот точно. Да, мы очень любим такие. Да, душ, а туалет? Здесь, наверное, Вот напротив. здесь есть, куда даже в туалет ходить. Да, туалет здесь. Прекрасно. Все, мы освежаемся и выходим. Охлаждаем наш яблочный газированный напиток. Наш безалкогольный сидр. Петряк не только. На нашем чудесном балкончике оказался еще и столик. Печенка. Галета? Наш безалкогольный сидр, жю де пом петьян и галета. Прекрасно. Какая хорошо. О! О! Хорошо. О! Куда она улетела? Кому-то на голову. Чуть не отымела, Саш. Где-то там трахнула. За мной, да? Там? Ну никто не кричит, значит все в порядке. Очень пятиян. Я ехал, его так сильно тряс. Ты его, да, у Пятиянил. Пятиянил еще больше, чем он был с Пятияниной. Я только чеку открутил. И он говорит, тыщ! Даже не успел снять ее. Мюзелю эту. Ну что, давай. Смотри, какой красивый, да? Ну чем не сидр? Вот мы нашли для себя напиток во Франции. Вот это да, вот это бахнуло празднично. Прям сидрик, да? Не который брют, а который ду. Который сладенький. Вкусно? Что там? Печеньки тоже бахнули? Да, похоже. Вкусно. Без красителей, без консервантов, без сахара, без всего. Просто яблочный сок. Пахнет яблочками. При этом, ну не такой, как вот в этом, в тетрапаках яблочный сок. Такой вкусный вкус. Это как сидр. Реально сидр. Прям вот отличная альтернатива тем, кто не выпивает, но хочет вкус сидра ощутить с галетами, со всеми этим. Очень классно. Да. Рекомендационы. Теперь остается понять, кого же все-таки трахнула пробкой. Мне кажется, она куда-то какой-то звук был, который, знаешь, как по машине улетела. Она по машине улетела. Ну, слушай, там пробочка-то была.
Ну, целая улетела, слушай. Что ж теперь Так, каждый делать? пробки бегать. А здесь вот такая вот у нас аутдорность, как это назвать? Приотельная территория. Все. Мозг отключается. Пойдем. Да, пойдем. Яблочный сидр, яблочный сок Сделай свое дело. сделал свое дело, да. По субботам организуется Марше де Садо. Это такой вечерний рынок, где устанавливается множество разных палаток, в том числе и с едой. Там вот какой-то сувенирной всячиной, и с едой. Вот такие вот столы, да, для того, чтобы там вот будет играть живой оркестр на сцене, да. И все жители Сулака будут здесь есть и веселиться. Ну и мы присоединимся, наверное, тоже. Пока еще веселье не сильно заметно здесь. Давай посмотрим, чем угощают. Кофе. Не, ну здесь не только кофе, вон и фалафель, и курица. Здесь тоже и еда тоже имеется. Мороженое, какие-то сласти, да. Фудтрак с хот-догами. Там крепы. Бургеры. Здесь выпивка. Здесь какая-то вьетнамская, по всей видимости. Да. Вьетнамская, барбекю, свинина, индийская кухня. Здесь утку можно целиком. Грудку целиком. А, магре, точно, это грудка. Целая утка, это же это. Вот меня утиная грудка привлекла. Меня тоже очень привлекает. Очень привлекла. Цена у нее еще такая приятная, 12 евро. Здесь нуга, всяческая разная. Нуга, сладости, да. Сладости, нугадости. Фалафель, кальмары, наггетсы. Здесь паэлья, кускус, тажин, мули, мидии, то есть. О, ну я хочу утку, грудку, утку целиком. С таким вот видом. Замузыкалит оркестр. Ну, мы пока прогуляемся немного. Аппетит нагуляем. И здесь, может быть, пожирее будет и как-то повеселее. И вернемся. Главная улица в Сулак-Сюр-Мер, в которой расположено большое количество ресторанчиков, магазинчиков, сувенирных в том числе, с одеждой, с алкоголем, вон, пожалуйста. С чем угодно. Блинчики. Здесь не только блинчики, здесь всевозможные сладости. Там чурросы, здесь можно что-то выиграть. Или что-то проиграть, как правило, да. Прямо по курсу мэрия. Такая тоже немного пряничная мэрия. Как и все пряничные домики Сулака. Домики очень нарядные в Сулаке. Такие прям. Каждый хочется разглядывать, реально. И сосны эти опять же. Смотреть по сторонам, и глаза отдыхают от всей этой красоты. Благодаря всей этой красоте. Да, не от всей этой красоты. О, не могу смотреть, больше красоту отдохнуть. Отдохну. Все домики, причем такие маленькие особняки. Такие мини-замки, да, вот этот красивый, с башней. Да. А еще здесь, рядом с Сулаком, расположены виноградники Медок. Всем любителям вин этот сорт винограда должен быть хорошо известен. Вот как раз вот эти вот виноградники являются поставщиками многих сорта винограда Медок для многих бордосских вин, которые на минуточку являются, многие из которых являются лучшими винами в мире. Можно уходить с главной улицы, возвращаться на главную улицу, между делом рассматривая какие-то красивые дома. Название трактира. Медок, да. Рассматривая красивые дома и придумывая, где бы поесть. А вот какой, да, красивый тоже дом. Они все здесь красивые. Ну, Мне нравится крыша, ажурный гребень крыши. да. Люди здесь такие расслабленные. Ну прям такой курортный город, да. Но такой в каком-то, в лучшем понимании этого слова, да. В таком самом приятном понимании этого слова, курортный. Ну, тут здание банка какого-то. Это банк, да?
Центр финансового посылки. Красивое здание. А мы ходили в Булгерию. Мы с тобой в этой Булгерии покупали булки. Там смотри, какое здание. Красивое, с балкончиком. Прям мега приятный, да, городок. Вина Мимоза. Там, смотри, там на улице какой красивый тоже все. Мы сейчас еще туда вернемся. А вот спереди какой красивый дом. Цвета красивые. И чем ближе к пляжу, тем больше какой-то пляжной темы, полотенца и мороженое, да. Вот, мне нравится. Кажется, я знаю, куда мы пойдем. Ну вот там на площади тоже было мороженое, но можно прогуляться будет сюда, чтобы немного растрястись. Которые на эту... На как это, штуку, планша? на планша. Угу. Мне больше нравится обычная. Какой-то ресторанчик пустующий. Мне кажется, сегодня все в основном будут там, на площади. Ну и приближаемся, наверное, к звезде Сулака. Это его бескрайний песчаный пляж. Ветер такой приятный оттуда дует. Ух! Освежающий. Красота! И он реально бескрайний, этот пляж. Чтобы было ясно, где мы находимся, вот, пожалуйста, Сулак-сюр-Мер. Такие города приятно даже просто возвращаться на вот так, на полдня, на один вечер. Просто походить, посмотреть. Ну какой же здесь шикарный пляж. Пляж просто вообще роскошнейший, он огромный. Он, во-первых, широкий, вот сама полоса песка, и длинный. Просто вот не видно края в одну и в другую сторону. Кусочек такой. Но здесь практически во всех городках на нашем пути, которые сейчас будут встречаться, и Лакано, и Монтевилет, они все вот с такими бескрайними прекрасными пляжами. Как это прекрасно. Ну прекрасно ведь? Да вообще обалдеть. Здесь какое местечко расслабленное, это же брасserie пляжная. Очень отдыхательно, но голодно, становится голодно. Нужно возвращаться туда, где мы присмотрели себе утиную грудку. И где, наверное, уже прям веселье полным ходом. Рыночек откладываем на завтра. Что-то мы дошли, я засомневался. Тут такие вкусные тажины. И паэлья так аппетитно выглядит. Посмотри, как она выглядит, сказочно. Паэлья просто рис. Но это не просто, это вкусный рис. А может быть, хоть ты хочешь утиную грудку и паэлью пошерить? Нет. Ух, как она красиво выглядит. Бонсуар, месье. Что, все-таки паэлья? Нет, я хочу утиную грудку. Я посмотрел, как она выглядит, я хочу утиную грудку. Посмотрите, какая красота. Невозможно устоять. Ну, веселуха-то началась. Все столики почти заняты. Сейчас будем искать свой. Мы по утке сегодня за 12 евро. Seigneur, madame, vous m'avez dit, hein? Rosé, hein? Ok. Allez. Ну, вот наш сегодняшний ужин прекрасный. Пахнет сумасшедше, нужно срочно идти есть. Просто вообще, просто невероятно. Вкусно? Очень. Она большая такая вообще. У нас в Канаде продаются какие-то крохотулечки, а здесь прям такая, накачанная Грудище. Да. А вот это какая кожица хрустящая вообще, прям. Какая она прям розовенькая. Все как мы любим. Очень вкусно. И она, конечно, нежнейшая, прям такая. Столько мяса. Очень вкусно. А я как раз думал, Что? что же это утку-то мы не едим совсем в этой поездке. Мы в Ля-Рошеле же ели вкусную утку. Еще Ну да. Надо исправляться. надо исправляться. Да, нужно наверстывать. Блин, какая она вкусная. Она, причем она где-то полкилограмма. Да, огромная. Она прям большая.
Прикольно. Прям тусня такая, да? Очень прикольно. И очень вкусно. Это очень было. Очень вкусно. Прям С ног сшибатель. меня сшибло. Очень вкусно. Очень хотелось грудки и прям... Тут такое чудо. За 12 евро. Грудище. Ты же снимаешь? Да. Я хотел сказать, что плюс так классно вот в этой обстановке, вот во всей этой атмосфере есть сейчас ужинать. Суббота. Весь, жители этого городка все здесь собрались, и жители, и туристы здесь все вперемешку. И местных очень много. Все едят, разговаривают, встречаются. За нашим столиком большая тоже компания сидела. Так клево. Какое-то такое единение во всем этом. Хорошо, что мы живем прям рядом, и нам подсказали, что сегодня вот это вот все будет. Потому что жили бы где-то в другом месте, могли бы и не заметить. Прям тусовка. Красота. Так приятно утка внутри располагается. Я вижу ее у тебя здесь. Ей тоже очень приятно у тебя. Здесь блины в процессе. Но мы это уже обходили. Да. Тогда со слюноотделением сейчас уже так вяло, расслабленно. Не хочешь такое? Нет, такого не хочу. Хочу обычно. Выглядит очень аппетитно. Выглядит, да. Не хочешь? Нет, а ты хочешь? Не знаю. Ну, мы можем съесть там по шарику. Если что, захотим, вернемся и возьмем здесь одно на двоих. Когда будет играть оркестр, наконец-то. Да. А здесь карусель, которую крутит женщина, вот та вот, милая, сидячи на велосипеде. Она, видимо, ехала по маршруту Велоодиссеи и не смогла остановиться. Не смогла. И так и едет она по Велоодиссее. Она попала в какой-то портал, да. И все, Велоодиссея взяла ее в плен. В прошлый раз, когда мы были в Сулаке, мы открыли здесь для себя мороженое. Le Roi des Contes называется мороженое. Король этих рожков, да. И оно невероятно вкусное. Там выбор такой потрясающий был. Там было мороженое какое-то вкуснейшее, абрикос с розмарином. И я так мечтал, что мы вот на маршруте, их, по-моему, 3, что ли, точки, что мы вот с Сулака, начиная, будем бесконечно есть это мороженое, а оказалось, извините, мороженое здесь, вот это вот Le Roi des Contes, закрыто, да, на постоянку закрылось, да, больше нет. Так что есть еще шанс в Лакано, по-моему, он должно быть, или в Монтевиле. Заедем. Да, будем есть, где увидим. А сейчас пока идем за тем, что есть. Там я абрикос тоже увидел. Правда, без розмарина. Но я уверен, что будет тоже очень вкусно. Меня уткой придавило вообще капитально. Карот, апельсин, оранж, анжамбр. Это морковка с апельсином и с имбирем. Ананас с мятой и с имбирем. Ну, у них такие здесь скромные шарики. Скромные, да. Они это перегрелись на солнце и не шевелятся. Ну, активно набирайте. Да, такие прям, только, знаешь, дегусте. Надеюсь, вкусно. Мой выбор. Морковка с апельсином и имбирем и абрикос. А у Лёши? А мой выбор ром с изюмом. Я почему-то все какое-то алкогольное мороженое выбираю. И ваниль с макадамией. Извините, отказаться не смог. Ну как тебе? Вкусно. Здесь прям кусочки макадамии. И здесь прям чувствуется ром. Тает, нужно быстро-быстро все есть. Быстро-быстро все дегустировать. Да, ром попробуем. Да, рома не пожалели. Вкусно. Там какие-то орехи есть или это? Это орехи, макадамия. Из ванили, да? Да. Потому что они Ваниль макадамия. Вкусно.
вот там, может быть, возьмем вот эти вот, у них тоже есть ромы. Вот эти чуть-чуть, которые там на площади. Сейчас там оркестр заиграет, и мы ром изюм, и все. Хорошо. Ну, кстати, я тут вспомнил. Мы же вчера мороженое не ели. Нет. А значит, сегодня нужно 2 раза. Меня все-таки привлекло вот это вот на площади. Пойдем и там что-нибудь возьмем. Хорошо так? У них там еще спецэффекты. Дым. Так же вот мороженое мохито. А у нас малиново-манговое. Мороженое номер 2. Так, да, мороженое от семьи Дятловых. Ну они там тут. Я буду пританцовывать. Вкусно? Немного. Дятла, ты знаешь толк в мороженом? А? Дятла, ты знаешь толк в мороженом? Много мороженого. Я недоволен предыдущими. Очень вкусно. И малинка, и манго, и вот это вот сама смесь вот эта вот молочная, очень вкусно. Давай есть. На этой прекрасной музыкальной ноте наша программа завершается на сегодня. На минуточку, по соседству шале Жанны Д'Арк. Милый отель. Давай, ключи у тебя, надеюсь. Да. Повторю, до Канады 5215 километров. Все. Бонжур, mes amis. Доброе утро. Мы проснулись и прямо сейчас идем за буляшками и кофе. Жизнь начинается в Сулаке. Все открывают свои лавки, выставляют какие-то стенды, булки пекут. Просыпаются мирные жители. Сюда попробуем? Ну пойдем попробуем в ту, где больше рейтингов. Там рейтинг больше на 1/10. Ну, мы только одним глазнем. Все ждут. Ну, раз ждут, значит там что-то хорошее должно быть. А эти глютеновые окна пока закрыты. И глютеновые двери. Что-то, видимо, они там запеклись. Закрыто. Люди ждут, мы ждем. Запеклись, да. Они должны были открыться в 8, сейчас уже 8:15. Ну, может, там просто что-то вообще невероятное. У них там Спекут. У них там просто происходит печенье. Столько за буляшками мы еще не стояли. Очередь выстроилась, а они все закрыты. Кто-то, видимо, вчера хорошо отпраздновал там вот это вот на площади. Съел 2 утки. Пока у них такие полупустые полки, не успели они справиться с выкладкой. Это была самая долгая покупка буляшек за всю историю вообще посещений Франции, за всю историю буляшек, да. Ну такие просто красивые. И багет прям свежайший.
Сейчас, подожди, я похрущу им. Все, конечно, очень свежее, запах сумасшедший, потому что они вот прям там все реально с пылу с жару. Все еще прям теплое. Круассаны еще прям вот этот вот пакетик, он ведь еще прям тепленький. Ну, блин, очень долго. Сейчас пойдем пробовать, что же это, стоило ли это того. Я не удержусь. Очень вкусный багет. Хрустящий, внутри нежный. Как бы сейчас остановиться? Все. Мы с кофе, даже с крышечками. Да, даже с крышечками очень необычно. Очень необычно, потому что обычно, да, крышечек нет, и приходится идти, рискуя расплескать. Ну, пойдем. Пойдем. Красивое место. В ту сторону, да? Да. А какое место еще может быть более красивым в городке у моря, чем море? Да. С шумом волн на этом бескрайнем песчаном пляже. Мне кажется, наши круассаны долгожданные. Ну, красота же. Вот такой у нас сегодня завтрак с видом на Атлантический океан. Класс? Да, такой 4D. И изображение трехмерное, и звук, и запах моря. Прям удовольствие. Выглядит все супер аппетитно. За вас. И за нас. Кофе какой вкусный. Вкусно? Он в меру хрустящий, все равно при этом такой очень нежный. И очень вкусный. Они прям воздушные, да. Очень вкусные. И такая тонкая хрустящая корочка сверху. Слои. Они прям невесомые. Ну-ка, сам. Но они прям волшебные. Свежайший заварной крем, тесто, изюм, все это вместе, такой нежный-нежный. Ага. И как будто только что сделали. Его много прям. Ну и было бы совсем неправильным сидеть вот так вот у моря и не воспользоваться моментом. Да, нужно окунуться. Холодная. Все, можно выходить. День начат как надо. Несмотря на долгое ожидание в очереди, все прям как надо. Спасибо этому отельцу. Нам здесь было хорошо. Да. Как и собирались, на рынок. Вижу глаза в разные стороны. Глаза вот так. Я только сказал, вижу глаза в разные стороны. Мясо, овощи, фрукты, соусы какие-то, масло оливковое. А где-то же должны быть морепродукты еще. А вот, рыба там. Мидии. Уф. Как здесь мне нравится. Креветки такие, креветки сякие. Так, сейчас у меня слюноотделение повышается. Рыбы здесь сколько всякой разной. Здесь все готовое из рыбы. Паштеты, пасты, риеты. Рыбная кулинария. Очень аппетитно тоже все. Рыба, кальмары. Уф. Мне кажется, вот Леша вот там вот видел креветки. Лобстеры, омарчики. Я хочу сказать, что это дорого. Две маленьких креветочки, две больших, точнее, XXL эти креветки, они потянули на больше, чем 10 евро. Они тяжелые. По соседству в Спаре можно купить воды. И у них есть Powerade. Там было даже два вкуса, я выбрал новый. О, интересно. О, интересно. Интересно. Напомним, что лучший коктейль в велопоездке — это 1,5 литра воды и пол-литра изотоника. Сегодня вишневый.
В Буланжери, где мы покупали буляшки, все еще очередь. Мы не совсем прям рвем дальше. Нам сейчас самая важная задача у нас найти место какое-нибудь приятное, где отдегустируем креветки. И наш бар-ресторан для дегустации морепродуктов. Вот такой вот прекрасный, со скамеечками, с видом офигительным. Вот это креветон. Вот это они прям такие тырыщ. Почти как эти лобстеры. Да? Размером с голову реально. Реально размером с голову. Такой у нас сегодня второй завтрак. С протеинчиком. Креветочки. Нет. Креветочки это не то слово. Креветоны. Дикие, прекрасные. И симпатичные. эти, конечно, сразу, они вроде большие тоже были там. Но в сравнении с этими, это прям малявочки. Деточки такие. Вообще. Даже страшно пробовать. Так. Голову с плеч долой. Оп. Вот из этой головы бы какой соус получился, а? Там, наверное, может в голове вкусная. Я не знаю. Проверим, там какая-то вон. Это икра. Икра? В голове? Угу. Откуда у нее в голове икра? Не знаю. Вот это вот. Вот эта Что штука это? тоже вкусная. Ну да. Может, это мозги? Хотя Нет, откуда у это- креветки мозги? Это креветочная икра. За вас, за нас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. Зинь! Соус я взял простой майонезный. Там был с чесноком, но я не захотел. Очень вкусно. Чем больше жуешь ее, тем она слаще. Вкусы раскрываются. Да, вкусно. Я сначала хотел сказать, что вот эти вот мне нравятся больше. вкуса в маленьких креветках? Да. Но вот прям вот ее жуешь, она такая сладкая, такая вкусная. Очень вкусно. Креветочный танец. Там люди идут сюда. В нашем ресторане посетители. Такое интересное ощущение, когда один укус креветки занимает весь твой рот, а она еще как бы не вся съедена. Очень вкусно, очень вкусно, реально такой, она такая сладковатая и вкус раскрывается, чем больше ты ее Жуешь. Чем больше ты жуешь, тем она Вкуснее становится. И обычные креветоны пошли в ход. Ну, очень вкусные. тоже необычные. Ну как, да. Тоже необычные. Вкусные, розовые. Очень вкусные. Сочные. Такие прям вкуснейшие креветоны. Вот такие вот. Вкусно? Так. Ага, не успел камеру поднять, как ты, урод, надо еще одну съесть. Очень вкусные. Они подороже, чем мы брали на Алероне креветки. И там мне показались они насыщеннее по вкусу. Может быть, как-то морской воды больше было к приварке или еще что-то добавили. А может быть, соус там был. Помнишь, мы брали с водорослями майонез? Да, да, тоже вкусно. Может быть, из-за майонеза вот это вот с водорослями. Очень вкусно. Ну, майонез здесь такой тоже правильный. Домашний вкусный майонез. Свеженький. Состав идеального майонеза. Всего 6 ингредиентов. Масло. Подсолнечное здесь используется. Исключительно французское. Горчица дижонская. Желтки яичные. Винный уксус. Соль и перец. И c'est tout. Вид, конечно, у нашего пикника просто обалденный. Едем мы, и как вы думаете, о чем мы разговариваем? О еде. О еде. Мы разговариваем о еде до еды, во время еды и после еды. Ну, еда – это очень важная составляющая, в том числе и велопоездок для нас. Для кого-то это может быть расстояние, километры, боль в мышцах, не знаю, там скорость. Это все тоже есть, но еда – это то, что вот как раз манит вот в эти велопоездки по Франции, потому что здесь еда вкусная буквально за каждым поворотом тебя поджидает. Она такая сидит за поворотом. Вот он ты! Цикады стрекочут.
Коктейль ты сегодня очень вкусный приготовил. Здесь на маршруте, точнее маршрут проходит через самый большой в Европе натуристский центр для отдыха. Ну, то есть, где люди любят, опять же, бриоши свои подпечь, подрумянить. И здесь очень большой комплекс с бассейнами, развлекательными центрами, пляжами, куда люди приезжают и единяются с природой. 8 лет назад не было еще вот этих заборов, вот этого всего вот рва не было, да. И мы не знали про существование этого натуристского центра и были очень удивлены, когда в какой-то момент нам навстречу стали попадаться обнаженные велосипедисты. То тут, то там. И достаточно много обнаженных велосипедистов. Мы доехали до городка Монталиве. Это такой очень курортный городок. Здесь мало чего имеется. Одна улица практически, на которой расположены какие-то ресторанчики, кафешки, магазинчики сувенирные. Отельцы здесь. Ну как мало чего. Много чего на самом деле. Основное это вот здесь пляж красивый. Учитывая, что здесь мало чего есть, здесь хотя бы есть мороженое. Да. Есть мы пока еще вроде как не хотим. Или хотим? Ну, не хотим так, чтобы прям обедать. Да. А вот мороженое или что-нибудь вкусное, да, сейчас пойдем поищем. Но сначала вот глазами сейчас вот здесь похватаем вот эту красоту, да? Да. Прямо от пляжа идет эта курортная улочка с ресторанчиками, кафешками. В прошлый раз мы здесь ели мидии. Да. И пили розе. Мидии мы все так же любим, а вот выпивать с розе завязали, в общем. Но мидии здесь были вкусные, да, очень. Рекомендуем. Давай посмотрим, что здесь. Ну да, здесь как-то все очень обычно, да. Может, там еще есть? Пойдем еще посмотрим. Мне кажется, разрослась улочка-то с прошлого раза. Да. А, вот это выглядит симпатично. В прошлый раз она была совсем какой-то маленькой. Либо все было закрыто, потому что погода была не очень. Такое здесь пляжно-отдыхательное настроение. Ну, собственно, пляж и является главной привлекательной достопримечательностью этого города. И вокруг него все здесь и вертится. Сегодня воскресенье, поэтому народу прям очень много. К перманентно отдыхающим приехали просто те, кто решил посетить пляж в выходные. Ну где-то должно быть мороженое на этом вот рыночке. Но я уже начинаю, мне кажется, хотеть даже есть, глядя на все это. Безобразие. Запахи доносятся с разных сторон, просто с ума сводящие. Здесь устрички. Давай хотя бы скульптуру купим. Рыночек. Хочешь паэлью? Хочешь? Одну на двоих. Осознали, что там впереди у нас не так много мест днем будет, где можно будет поесть, поэтому нужно бы найти что-то здесь. Устрицы, морепродукты, саше с лавандой. Пахнет, обалдеть. Устрички опять, выпивохи воскресные, прекрасные. И здесь тоже выпивохи и устрички. Креветки, устрички, креветки мы ели, устрички пока не хочется, не тянет. Из всего того, что я обошел, мне, наверное, паэлья приглянулось больше всего. Можно взять одну порцию, а потом взять здесь персиков. Да, давай поедим паэлью. Мы решили таки перекусить. Мы решили таки перекусить, да. И решили перекусить паэльей. Я вижу прям кусок курицы. Что-то я соскучился по курице. Креветки в паэлье не так впечатляют. Это же курица? Курица, да.
мидии, креветки. Чего-то захотелось рисочку. Как-то мы по морепродуктам все, и от картошки фри, прямо скажем, Подустали. чуть немножко подустали, потому что практически с каждым приемом пищи, то со стейком, то с мидиями, То с то с суткой. тартаром, то с уткой, везде картошка фри. По рису соскучились. Давай попробуем. Давай. Прям вот с риса и... Вкусно. Прям такая с морским вкусом. Паэлья. Вкусно. Дегустационное бюро что скажет? Дегустационное бюро. Дегустационное бюро одобряет. Такой рис насыщенный всем, а тут еще какая-то морепродуктная штучка. Вырвались из ярмарочной всей этой суеты и едем и говорим, что от большого скопления людей, от толп народа устаем больше, чем от кручения педалей. Ну правда, это прям вот моментально высасывает все соки. Конечно, это интересно первые минуты, весело, а потом в какой-то момент прям силы куда-то деваются, энергия вся испаряется. Мы вот обратно к цикадушкам. Растрекотались вообще громче громкого. Класс, орут. Доехали до пляжа Уртен. Есть еще большое озеро Уртен. Оно находится там, в глубине, в лесах. Мы туда еще поедем. А пока остановка на пляже. Немного окунуться, взбодриться и, возможно, съесть мороженого. Очень хочется. О, мороженое. Что здесь нам предлагается? О, там есть абрикос с розмарином. Я хочу его и малину, наверное. Хорошо. Счастье в стаканчике. Уф, сейчас будет вкусно. У меня абрикос с розмарином и клубника. А у тебя что? Кокос и черный смородина. Кокос и черная смородина. Нетрадиционно. Такая обалденно вкусная черная смородина. Она даже красивая, смотри, какая. Да, прям блестит вся на солнце. Мне тоже очень вкусно, все тает. Попробуем ее скорее. Прям вообще цвет роскошнейший. Оп. Да? Да? Да. У меня тоже вкусно. Можно еще чуть-чуть у тебя? Обязательно нужно. Вообще смородина, это прям... Очень вкусно. Мое любимое это абрикос с розмарином. Я, кстати, делал же на Купентайме мороженое. Абрикос с розмарином. Я Очень помню, вкусно. очень вкусно. Абрикос. Прям идеальное сочетание абрикоса и розмарин. Это просто космос какой-то. Обалдеть. Ой. Доехали до мороженого, до пляжа. Сейчас быстренько закончим с мороженым, пристегнемся и пойдем туда. А клубника это прям как из детства в бумажных стаканчиках ягодное мороженое. Прям вот один в один. Очень вкусно. Еще и ностальгические воспоминания получили. Так, я Скажи же, похоже, да? ностальгирую. Похоже же? Пляж расположен за такими большими песчаными дюнами. И в этом белоснежном песке утопают ноги. Окунулись. Теперь можно и по персику. Ну, очень вкусный, очень сочный. Прям. И вот вроде есть у нас рядом большие такие озера, которые очень похожи на море, с волнами, со всем вот этим. Ну, нет, конечно, совсем отдельная история. И вот такие вот пляжи только у океана возможны.
такая. Навьюченные сумками. Идем снова к велосипедам, чтобы ехать дальше. Самая главная задача — это забраться на дюну, за которой у нас велопарковка. С тяжелыми сумками это мероприятие такое себе. Вроде немного преодолеть-то. Ну что это? Прям челлендж. Песок горячий. Остановка. И дальше. Красиво. Невозможно. Он очень горячий. За дюнами леса и сразу аромат пошел. Чуешь? Да. Прям разогрелись они все, сосны под солнцем. Сейчас будет вкусно ехать. Отстегнуть велосипеды, пристегнуть к ним сумки, не забыть. Уже проходили это. И вперед. К нам сюда, к цикадам. Нужно проехать по достаточно холмистому такому участку, который сейчас будет вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас пока вверх. Но при этом участок очень красивый. Холмистый и живописный. Холмистый, живописный. А теперь вниз. Но ведь вниз означает, что нам снова нужно будет вверх, потому что нам вот так вот ехать 15 километров. Хороший подъем. В смысле спуск. И очередной подъем не заставил себя долго ждать. Снова вверх. Образцовая французская велодорога. Ровная, прямая. Такой приятный тоже маленький городочек. Каких мы много уже проехали. Сегодня такая у нас небольшая уютная комнатка в доме, где живет молодая пара с ребенком. Мы уже освоились, трусы повесили сушить. Такие новые дома недалеко от центра Уртена. Очень все чистенько, уютно, аккуратно. И люди приятные. Мы освежились, приняли душ на 50%. То есть я принял, Леша сейчас заканчивает. И идем в городок Уртен искать место, где поесть. Да, опять поесть. Вдруг внезапно, опять в гуще событий, да, вот здесь вот церковь, главная площадь и снова фестиваль, какой-то рынок. Или по-фестив, но это Да. праздничная. Праздничная еда, да. Тут локальные производители, локальные какие-то эти, и вот люди здесь покупают и кушают. И угощаются. Здесь все из телятины. И длинная-длинная очередь. Прекрасная цена. А там что? Все из молока. Там, наверное, что-то вкусное. Десерты какие-нибудь должны быть. Я хочу десерт. фомаж, десерт и блюд. Дедочек с таким же голосом, который обжаривает все. Уточник вчера, да? А это телячик. Ну прикольно. Мы опять попали на что-то такое местное и интересное, и вкусное. Здесь пивасик, мед. Там что? Улитки, эскарго. Да, либо с грибами белыми, либо по-бордосски. Ты хочешь улиток? Я хочу улиток. Только улиток? Ну нет, не только улиток, я хочу вообще... Ну, я тоже хочу Я вообще хочу. улиток. А здесь большая очередь за уткой. За все из утки. Здесь есть и грудка, и ножка, и фуагра. Запахи доносятся из всех этих палаточек просто сногсшибательные и слюновыделятельные. Вот если бы мы только выпивали, мы бы точно взяли пару стаканчиков креманду бурду, наверное, лозе. А здесь блинчики. Что-то так блинов захотелось. Мне кажется, это будет нашим сегодняшним десертом. Устрички, конечно, и здесь тоже есть. Здесь уже аркашонские. Аркашонские устрицы оставим до аркашона. Ну что, мы ждем наши ноги. Здесь так пахнет, я просто сейчас упаду. Можно здесь посилить. Я прям сейчас упаду. Просто у меня уже все. Мне так нравится, у нас уточный уикенд. Да. Второй уже полет утки.
И под звон колоколов готова наша уточка. Торжественно, под звон. Так, наша первая ножка в поездке. Такая прекрасная и аппетитная. У меня прям уже все течет, все бежит. Слышно, надо есть. Картошка прям какая-то вообще бомбезная. Домашняя прям такая картошечка. Сделано В утином жире, да. Прям вообще как надо. С чесночком, с зеленью. Такая прям настоящая жареная картошечка. Смотри, какое это чудо. Чудо я не успел рассмотреть, ты его быстро съел. Вкусно? Вообще утка изобретена очень кстати. Если бы утку не изобрели, как вообще мы бы жили? Да, если бы утку не изобрели, ее нужно было бы срочно изобрести. Да, потому что это очень-очень вкусно. Вот эта картошечка. И вот только сегодня говорят, что ну вроде как везде картошка фри тут, картошка фри сё. Вот это другая картошка. Ну да, это другая картошка, это совсем другие ощущения от этой картошки. Волшебно. Такая она вся Волшебная. с жирочком. Ну скажи, ведь правда ведь не зря утку изобрели? Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Картошку я уже попробовал. Она действительно, да, на утином жирочке. И это прям такая картошка прям. Она супер домашняя такая. Прям жареная картошечка. Отличная. Но утка. Вот особенно в сочетании, знаешь, с этой картошечкой. Побольше. Манчик. Вот это. Ну посмотри. От утячки. Какая она прекрасная. Все, насмотрелись. Очень вкусно. Очень вкусно. Бон аппетит. Мерси. На самом деле я очень рад, что мы второй вечер подряд попадаем на такие совершенно замечательные события. Потому что где, как не здесь, можно прочувствовать вот эту какую-то всю атмосферу, которую французы очень умеют создавать и поддерживать какой-то комьюнити, единение. Вот эти вот общие столы, где все сидят. Не знаю, все какие-то такие милые, дружелюбные. И еще с прошлого раза заметили, что очень любят в Уртене живую музыку. Прям попеть там, попеть сям. В порту в прошлый раз, когда мы ужинали, тоже кто-то пел. Причем она часто такая с оттенком ностальгии здесь, уносящая куда-то в прошлое. Да? Да-да-да. Потому что публика, в принципе, здесь такая постарше. И, видимо, для того, чтобы было приятнее слушать музыку. Здесь не какое-то такое что-то современно модное, а такое... Все здесь с таким легким оттеночком ностальгии. Это, кстати, очень приятно. Покачивание. Ну, приятно. Ты прям такой в танце практически зарулил к блинам. Ты прям сразу хочешь или... Ну а что бы не попробовать? К блинам решили сразу не приступать. Подумали, что это немного безответственно. И для того, чтобы немного размяться, мы сели на велосипед и едем в порт. А в порту, может быть, мороженое будет. Точно напишут, вы только и делаете, что едите. Ну а вы здесь что сами делаете? То же самое. Здесь по-другому невозможно. Просто вынуждают все время есть. Как здесь прекрасно. Передадим привет озеру Уртен от озера Онтарио, да. Мне кажется, мы накрутили на мороженое. Как будто бы, если бы мы не накрутили, мы бы от мороженого отказались. Не отказывайтесь.
Певица, как ты думаешь, та же, которая была у нас? Мы сидели вот в этом же ресторане, и тут тоже была живая музыка. У нас, кстати, в прошлый раз здесь тоже утка была. Правда, грудка. И розе, да. Мы тогда плотненько на розе сидели, даже больше, чем на сидре. В общем, так получилось, что мы на мороженое накрутили, а мороженое на нас нет. Не накрутило. Здесь какое-то... Ну, как-то скучно здесь, какое-то скучное мороженое. Может, в городе мороженое есть? Ну, там вот на рыночке на том есть мороженое, но там оно один вид ванильный от продюсеров молока. Можно было бы его попробовать. Или блин. Мороженое же мы уже сегодня ели. А ты зачем стоишь? А ты зачем стоишь? За блином. Вкусно. С карамелью и медом. Блины делают в медовой лавке, поэтому они все с медом. И мед здесь тоже продают. И вот, к слову о ностальгии. Здесь у меда сидит пчела Майя. И Билли его звали? Я не знаю. Билли, да. Не одну серию. Это было очень давно. Как бы если ты помнишь пчелу Майю в своем детстве, это уже говорит о твоем возрасте и ностальгии. Прям свежий. Она сначала начала делать шоколадом, говорю, это шоколад? Она такая, да, это шоколад. Я говорю, карамель, серебряный. Мы устояли и взяли не по одному блину, а один блин на двоих. Хотя хотели, была мысль. Но мы можем на этом не остановиться, если сейчас попробуем. Вкусные, свежайшие блинчики. Они вот реально только-только испек. Да. С медом от вот этих производителей, которые блинчики пекут, и вкуснейшей карамелью. Вкусно. Ну, мороженое все-таки нас настигло. Или мы его. Так, мороженое у нас сегодня тяжелая артиллерия просто. Там можно было в виде топпинга взять кули, ну мы взяли клубничный, и специаль. А специаль это уже что там, какая фантазия будет у мороженщика. Да. Ну вот, соответственно, фантазия. Бон аппетит. Вкусное мороженое. Мороженое совершенно обычное, ванильное, очень вкусное, но это производители молока. Они там много каких-то молочных десертов еще продают, сыры и мороженое. Вкусно. Так, ну мы на сегодня на фестивале. Пора и честь знать, пора ехать отдыхать. Завтра снова в путь. Пока-пока. Bonne nuit. Что у вас там? Bonne journée, bonne soirée. И все такое. И все такое, да. Пока. И все такое. И все такое, да. Пока. Бонжур, mes amis. Привет. Доброе утро. Начинаем день с велосипедного лука в присядку, потому что зеркало низкое. А мы высокие. А мы высокие, да. Все. Пойдем. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. А что мы едем навстречу друг другу, а не в одном направлении? Доехали до центра городка Уртен. Так. Здесь есть магазинчик. Сейчас купим воды, надеемся, изотоника. И булочную найдем. Залив воды. Воды в залив. Воды залив. Сегодня без коктейля, потому что изотоника в этом спаре не было. Не угадаешь тут, где есть, где нет. Может быть, где-нибудь по пути. Нам сюда. Раз, два, и готово. Ну, откуси горбушку. Что, прям можно? Ну, можно, да, конечно. Нужно. Это же самое вкусное. Свежий испеченный багет. Можно я прям так подкушу? Можно. Вкусно. Я взял опять мультизерновой. Мне нравится. Вкусно. Приятный городок Уртен. Вкусная здесь была утка, блин, мороженое.
Едем дальше. Ну, сейчас сначала еще отдегустируем буляшки, посмотрим, насколько они здесь вкусные, и потом точно дальше. Что? Есть кофе, я говорю, сейчас гриль припаркую и вернусь за кофе. Прекрасно. Вот такой сегодня у нас для завтрака вид. Еще кусочек багета маленький, только Леша не говорите. Очень вкусно. Выглядит все очень аппетитно. Очень сложно не впиться в это зубами прямо сейчас. Хотя бы кусочек. Где там Леша с кофе? О, это ты где прикупил? Там есть Powerade. Кофе и вот это все. Вообще, вот добытчик. Я говорю, смотрите, у меня только 2 руки. Пожалуйста, кафе дубль. Давай. За начало дня. За наше прекрасное случайное знакомство. Дзынь. Чё? Еле удержался. Ел когда батон. ты ходил. Кого батон? Батон ел. Я вижу по лицу ел. Вкусно. Ну, круассаны все вкусные. Просто какие-то чуть меньше, какие-то чуть больше. Это такой посушенный, зато он весь прям слоистый. Слой на слой и слоем погоняет. Очень вкусный. Он может быть чуть менее хрустящий. Нравится, когда прям так отваливаются от него. Хрустяшки. Слоеное тесто, он очень вкусный. Отваливаются шелупки. Ну прям наслаждение. Отпуск должен быть таким. Да. Он должен быть таким вкусным, как круассан. Да? Да. И таким воздушным, слоистым. Очень вкусно. Мне очень нравится. Ну давай. Пармезаночка. Ждет тебя. Она такая завернулась. Такая и ждет. И ждет. А вот от нее шелупки отваливаются, как ты говоришь. Она вот хрустящая. Заварного крема маловато, да? Ну как, здесь в каких-то слоях много, в каких-то чуть меньше. Ну. Вкусно. Вкусно. Она Ну нет, значит нормально. чуть менее воздушная. А вчера мы ели прям, она очень близко к этому, но не такая, не прям идеальная. Но вкусно, очень вкусная. В центре самая вкусная. Да. Вкусная? Он такая сочная внутри. Мне нравится, вкусная. Хрусточки эти тоже сахарные. Вот так вот мы защищаемся от солнца. Осуществляется намаз. И растяжка одновременно. А что ты растягиваешь? Я? Удовольствие. Вот если только. Раз, два. Раз, два. Там люди растягиваются. Ну что такого? Растягиваешь удовольствие. Ну, красивые ноги, ну, как-то не нужно прятать. Под Макси? Под мини. Это так нескромно. Ты так мини. Мини. Внезапно такая березовая роща, да. Прям много-много здесь березок. Цикады я тоже люблю. Цикады, да, тоже. Мы ехали, они молчали, тут доехали до берез. Цикады активизировались. Да не ходи. Тихо-тихо. Так, что слышно, как вот сейчас муха прожужжала такая. И только хор цикад такой. Отрывается. Кстати, не факт, что здесь их много так орет. Это может быть... Да, всего несколько. Как такие маленькие, такие птички могут так громко? Столько звука издавать, да? Но они здесь по-другому трещат. Не так, как наши.
Потому что французские цикады по-французски кричат, а канадские по-канадски. Ну, правда, у них здесь такой На другом языке. более какой-то низкий звук и такой трескучий, а у нас как пила. Да. Вот такие канадские цикады, которые у нас во дворе орут. Идеальные звуки французского утра. Снова подъемчик. Как едется? Хорошо. Для того, чтобы спуститься с ветерком, нужно сначала подняться с огоньком. Ух. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Сейчас вниз. Так, еще чуть-чуть. И еще самое. Эх, Кто там едет? утренняя гимнастика. А почему бы нам не подупотеть с утра? Сказали мы себе и выбрали маршрут чуть посложнее, чем могли бы. У-ху! Вернулись на маршрут Велоодиссеи и нам туда. Че, как тебя ждет? Ты никак в кадр не въезжаешь. Они такими волнами здесь цикады. То громко-громко, потом стихает. Такие набираются сил. Да, а потом опять. Я уже говорил, когда едешь и вокруг красиво, все время ныряешь в сумку, в которой у меня камера, деньги здесь тоже, зарядка. И ты периодически то одно, то другое оттуда достаешь. То телефон, то камеру. И вот так вот едешь. И реально за каждым поворотом открывается какая-то очередная красота, что прям удержаться тяжело. Снять еще один маленький кусочек видео этих прекрасных дорог, чтобы с кем-то поделиться. Французские велодороги, и особенно Велоодиссея, это любовь. Да, огромная. Надеемся, взаимная. Ну, судя по погоде и по всему, точно взаимная. Розовые прекрасные цветуёчки, они прям такими огонечками светятся. Они розовые, да? Это в желтых очках у меня. Такие розово-сиреневые. Яркие-яркие. Вот их. Особенно когда едешь так вдоль дороги, такие у-у-у. Да, их много-много вот туда. Как же здесь вкусно пахнет. И так насыщенно, вот реально ты вот едешь и хочется прям вдыхать и вдыхать. Вдыхать глубоко-глубоко. Такой сладкий даже. Этот вот запах сосен, разогретых на солнце. Выпиваешь? Выпиваю. Выпиваю и думаю, что скоро нужно бы и закусывать. Очень хорошо. Да? Да. Куда-нибудь доедем, у нас там колбаса есть. Колбаса есть, Которая уже свежий заждалась, багет. заскучала. Нужно как-то ее уважить уже. Уважим колбасу. Поехали? Поехали. Это местечко, городок, деревенька Мопессон, по совместительству курорт южного берега озера Уртен. Мне кажется, вон туда совсем далеко можно за лодками. Прекрасное место для того, чтобы сделать небольшой перерывчик и освежиться. И так до середины озера. Ух, хорошо. Можно украситься. Что? Красиво. Красиво, Тебе да? идет. Да? Пусть и тебе пойдет. Вот и мне. Да, красиво. Кайф. Пловец в деле. Давай. Уху, мы за тебя болеем. Только возвращайся поскорее, колбаса ждет. У кого-то плавание, а у кого-то валяние. Тоже, знаете, дело полезное. Эти ноги заслужили немного поваляться
на этом прекрасном песке. И вот это, конечно, тоже один из таких самых кайфовых моментов в велопоездках, когда ты едешь под таким жарким палящим солнцем по каким-нибудь холмам, вверх-вниз, употеваешь, а потом доезжаешь до какого-нибудь такого прекрасного места и можешь окунуться в прохладной воде. Кайф. А потом еще немного вальнуться под этим прекрасным солнцем. Класс. Только одно слово может это описать. Кайфули. Полные. Нас, конечно, не удивишь такой кристально чистой водой в озере. Но все равно каждый раз этим восхищаемся. Как же хорошо, а? Ну что, ты счастлив? Я доплыл до того красного быка. Ага. Я, брат, ой, это хорошо. Ждала ты своего часа, дорогуша. Такой пакетик уже. Багет вкусный, свеженький. Багет вкуснейший, колбаса вкуснейшая. Что еще нужно для полного счастья? Ну, давай, кусай. Вкусно. Это выдержанная Выдержанная, колбаса. да, хотел сказать. Проехала с нами от острова Ре до практически Лакано. Ну, До Уртена, до озера. ой, как вкусно. Такой хрустящий. Вкусный, ага. Мне нравятся такие, со всякими дополнениями багета. Но самый вкусный был с водорослями. Да, очень вкусный. Это где? В Алероне? На Алероне покупали? Угу. Скажи. Колбаса. Это прям вещь. Вкусно? Да. Ну, несколько дней не ели колбасу, да? Соскучились. Да. Здесь и она по Я нам. она по нам соскучилась, да, тоже хотел сказать, так что. Да. Наколбасились. И набагетились, да. Можно ехать дальше. Цикады вернулись. И запах сосен в нашу жизнь вернулся вместе с дорогой и цикадами. Да, и цикады. Холмами. Холмами, да. Холмы тоже в нашу жизнь вернулись, да. Да. Холмы, блин, вернулись. Ну, кажется, багет отработан. Да. Сейчас колбасу оставишь. Как же здесь классно. Скажи. Да вообще, настолько здесь прекрасно, что я даже холмы этой дороги простить готов. Да, даже от этого кайфуешь здесь. Вот чтобы было понятно, вот, как выглядят эти холмы. Там вниз, вверх, вверх. О-о-о. Язык на плечо вываливается. У-ху! Колбасу уж точно отработали. Ух-ух-ух. Как красиво! Бескрайние пляжи
городка Лакано-Осьян. Серфингист тренируется. Жих. Оп, аккуратнее. Такой пляжно-отдыхательный, очень молодежный. Потому что здесь много серфингистов. Городок. Вот пошли серфингисты. Какая-то школа. Блин, как это все клево. Ну что, где мы будем есть? Где мы будем есть наши мули? А вот здесь, вон оно, прячется. Наше любимое мороженое. Столько здесь красивых людей, надо сказать. Да? Ну и, например. Ну да, само собой. Вообще много красивых людей, особенно, знаешь, серфингисты с досками. Мне кажется, что когда у них доска в руке и такой расслабленный вид, они уже прекрасны. Мы нашли то, что искали. Вот такое прекрасное местечко. Здесь стали наши велосипеды, тоже нашли прекрасное местечко. Шапулет. У курочки. Глазастой поджаренной курочки. По всей видимости. Вот так красиво смотришься, такой загорелый. Вот этот вот вид у тебя, роскошный свет. Так как мы за мидиями сюда, вот наш выбор. Муль а ла персияд pour moi с петрушечкой и с чесночком, наверное. Персияд. Это вот такой вот соус, примерно как для улиток. Муль блeu с голубым сыром для Лёши. Сейчас нам будет вкусно. Да? Очень. А потом в той стороне, в той стороне. Ну это да. Ну начисляй. Ну как водочка. Пахнет прям вообще обалдеть. У тебя с голубым сыром, а у меня с укропчиком и с чесночком. И картоха фри. А? С укропчиком, с петрушечкой. А, с петрушечкой, да. Ну, извините, с петрушечкой. Как надо? Как надо. Можно я тебя попробовать? Да, нужно. Да Какие тебе больше понравились? Ой, там муха. Ты знаешь, а я не буду даже выбирать, какие больше. Я поем этих немножко. Очень аппетитно выглядит. Мешаешь, и такой прям запах пошел. Петрушечка, чесночка. Вот это будет мой прибор. Как вкусно. Муха какая-то. Муха тоже хочет. Мидии. Да, но мы ее тут не хотим. Какие вкусные. Они реально здесь так немного вкусов. Петрушка, чеснок и мидии. А больше-то и не надо. Да. То есть ничего не забивает вкус самих мидий. И они очень Они вкусные. такие, ага. Сами мидии такие прям солененькие такие. Закачаешься. Закачался. Очень вкусные. Бон аппетит. Мерси. Я еще хочу отметить, что картошка фри здесь прям очень вкусная. Она такая тоненькая, такая прям сильно-сильно хрустящая. И прям как надо, потому что бывает прям такая толстая картоха. Ненавязчиво. А это прям такая ненавязчивая. Ненавязчиво. И хрустящая. Жирненькие. Ну, картошка прям Ой, быстро так двигаешься. такая медленная. Сломо. Очень вкусная картошка. Прям как надо картошка. Мы вроде вчера только говорили, что устали от картохи фри, но, видимо, не от всей. От этой не устали. Вкусно. Она такая, как чипсики. Закрывающая вкусная часть. Макание хлеба. Вот туда вот. А вкусный соус. Да что же мухи здесь летают, а, во всем? Много-то. Тут такая это улей целый. Это нельзя не сделать. Да. Все это съесть невозможно, но
по максимуму надо. У меня соус такой больше водичка с петрушкой и чесноком. А вот Илюша, туда вот просто необходимо занырнуть хлебом, так как следует прям. А потом хлеб, чтобы занырнул туда. Это очень вкусно. Это прям так хорошенько это там. Не пожалели сыра, поэтому соус прям какой-то волшебно вкусный. И мидии были вкусные, да. Но соус... Очень вкусно. Ну, я от идеи мороженого не отказываюсь. Ну, слушай, это вообще не обсуждается. Поэтому я, может быть, картошку доедать не буду. Хоть она и вкусная. Оставленное место сейчас используем для самого вкусного мороженого. Реально, это мороженое оставило настолько сильные тогда, помню, впечатления, что пока его не переплюнуло ни одно другое мороженое. Ни в Лионе, ни в Торонто, ни где-либо еще. Король рожков. Что? Вы его любимого вкуса нет? Здесь аж все замигало из-за того, что ты сказал. Как это? Лампы прям вообще это застробили. Как нету? Нет абрикора маран? Нету, но зато есть куча всего интересного вон там. Вы извините за мигание, ничего не могу сделать с камерой. Вот, абрикосово-розмариновая. Это просто вообще, просто улет. Там еще есть инжирная. Это баблгам там рядом, да? Анисового нет, есть клубничная, да? Ананас цитрон, ананас с лимончиком. Это самое вкусное мороженое. Сейчас проверим, не испортилось ли. Итак, у меня манго с малиной и самое, да, вон собака подтверждает, самое любимое мое мороженое абрикос с розмарином. А у тебя? А я экспериментирую. У меня Инжир? инжир и лимон с черной смородиной. Черный У смородина. меня много черной смородины в этот раз. Удар витамином С. Кисленько. Лимон и черная смородина. Кисленькая, такое освежающее. Подожди, ой, я на мороженое засмотрелся. Очень вкусно. Кисленькая прям. Так, а инжир, То, что надо. прям А инжир? интересно. Фиговая. Очень интересное. Неожиданный такой Неожиданный поворот. вкус, да. Можете попробовать. Очень круто. И вот это вот. Самое вкусное в мире мороженое. Самое вкусное в мире мороженое, да. Ой. А там еще и скачут. Как интересно. Знаешь, почему я так люблю этот вот именно вот этот абрикос-розмарин? Нет, оно нет. Самое вкусное, наверное, это вот было в моем детстве, абрикосовый этот десерт. И оно мне очень его напоминает, но Ну, с оттенком розмарина. с тонкой вот этой вот изысканной ноткой розмарина. Ну, кстати, то, которое я делаю дома, вот это вот абрикосовое розмариновое, есть рецепт. У меня в Кубинтайме, оно прям один в один. И это невероятно вкусно. Прям. Жалко, что мы здесь всего проездом. Да. Я бы прям, мне кажется, каждый час бы апгрейдился мороженым. А это манг фрамбуаз, да? Да. Манго с малинкой. Да. Тоже очень вкусно. И оно мне нравится, что оно не сильно, тоже идеально, мне нравится, что оно не сильно сладкое. Я очень хотел попробовать твой инжир. Очень обязательно попробуй. И попробуй обязательно черную смородину. Какое инжирное, интересное. Это даже не мороженое, какой-то десерт. Да, да, вот Оно именно. не похоже, оно прям как какой-то мусс такой с инжирным вкусом. На семечко там попадают. Ага, ага. Очень вкусно. И попробуй обязательно вот это вот витаминчик С. витамин С. Кисленько. Какой, да, освежающая кислятина Да. прекрасная. Ой, ну это прям, я очень доволен. Посмотрите на это довольное лицо. Конечно, здесь много разного мороженого, но если вы попробуете вот это, точно
не пожалеете. Это очень вкусно. Еще немного прекрасного и бескрайнего пляжа Лакано. Была идея здесь и остаться на пляже, вальнуться, искупнуться, но решили поехать дальше, немного разогнать, растрясти мидий и мороженое. Да, иначе мы прямо здесь... Какое было вкусное мороженое. Мороженое было очень вкусное, но если мы сейчас здесь вот ляжем, то, мне кажется, прямо здесь расплавимся и... Питаемся в песок. Да, нам ехать еще почти 40 километров. Хотя бы полпути сейчас проедем, потом можно будет на пляж, чтобы сильно не расслабляться. Тем более, что сегодня мы уже окунались, а кто-то даже плавал. В общем, поехали. Сейчас заедем в магазин за водой и вперед. Так, смотрю. Вода. Печенки с инжиром. Печенки с инжиром. И газированный яблочный сок. Он называется, по-моему, как-то шампоми, да? Шампуми. Шампоми. Вот такой у нас теперь шампоми. Крушончиком балуемся. Долив воды верблюду в горб. Ну, они так и называются эти. Camelback. Camelback, да. Верблюжья Верблюжья сумки. спина. Верблюжья спина, да. Понял? Понял. Мы выпиваем, 3 литра минимум. Это только пока едем. А еще мы останавливаемся, когда пьем. Утром пьем и вечером пьем. А потом тоже сказать, а потом писаем. Ну, кстати, не так уж часто, насколько пьем. Потому что, видимо, оно выходит на холмах так. Другие пути находят. Вода, она всегда дырочку найдет. Выехали из Лакано, Лакано-Осьян. И снова мы, редкие встречающиеся велосипедисты, практически 0 машин и цикады. Раз, два, три. Может, исполнишь? А что исполнять-то? Лето. Ах, лето. Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас в этом зале. Так, Цикада Ивановна, добро пожаловать, проходите, присаживайтесь. Цикада Петровна, давно вас не видели. Заходите, пожалуйста. Сегодня только для вас. Лето, ах, лето, лето красное, звонче пой. Лето, ах, лето. Лето, опять красное. Звонкое. Звонкое, будь со мной. Подпевают цикады. Лето, лето. А здесь в прошлый раз, где-то здесь тоже вот для цикад, по-моему, Был другой концерт. был другой концерт. Можно будет показать. Облака, белогривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас, облака. Хочется прям увидеть хотя бы одну из цикад. Она ж тебя врезалась сейчас опять. Ну, я не успел рассмотреть, она так быстро врезалась. На концерт спешила. На концерт спешила. Мы доехали до, городком уже не назовешь, пляжа Ле Порш. Единственное, что вот при таких походах на пляж их сильно эти походы усложняет, это таскание с собой сумок со всем своим скарбом. Но зато потом ты вознаграждаешь себя прекраснейшим пляжем и океаном. Вот. Долгожданный океан. Целых несколько десятков километров его ждали. Все-таки никакое озеро океан не заменит. Нет.
Хорошо? Да? Тогда вообще так хорошо. Как хорошо? Очень. Очень хорошо. Очень-очень хорошо. Сейчас еще пойдем. Да. Едем вот и говорим о том, что в таких поездках, конечно, очень важно быть абсолютно на одной волне. Прям вот на 99%. День не резиновый. И проезжая от точки А к точке Б, хочется успеть много всего. И хочется и искупаться, и хочется и поплавать в озере, и хочется остановиться поесть. А иногда и не хватает времени на еду. Есть и палку колбасы с багетом, и Да. тоже прекрасно себя чувствовать. И к этому тоже нужно быть готовым. И, знаете, бывает так, что в компаниях начинает кто-то тянуть в одну сторону, кто-то тянуть в другую, кто-то сиськи мять. Вот здесь вот так не проходит. Здесь нужно все четко, быстро. Важно, чтобы все хотели плюс-минус одного и того же. А это, кстати, очень сложно. Вот это вот полностью прям в унисон. Ну и, наверное, да. Может, поэтому мы вдвоем этот прекрасный маршрут колесим во второй раз. Докрутили педали до деревеньки Леш-Кап-Ферре, где сегодня останавливаемся на ночь. Да, вот логбокс 1. Открываем. Вводим. Добываем. Ключик. Вставляем. И мне, честно говоря, очень нравится, что здесь селф-чекин, что иногда хочется отдохнуть от какого-то такого. Смотри, кофе есть, стакашки есть, все так прекрасно. Здесь, смотри, пожалуйста, вафельки, печенюшки. Как это мило. воспользуюсь. Вот это мне тоже очень нравится. Как прекрасно, посмотри. Ой, какая ванна. Ой, какой туалет. Ванна, туалет прекрасный. Все новенькое такое. Это мы. Мы проехали уже 90 километров. 91. 91, и это не все, потому что мы еще поедем искать, где есть. Там верандеска. Причем она у нас такая. Пролонгированная. Посмотрите. У них маленькая верандеска. У них маленькая. Мне кажется, мы можем даже здесь позавтракать. Прекрасно. Мы так и сделаем. Да, потому что у нас кофе есть, надо съездить будет за буляшками. Блин, да здесь можно прям отдыхать. А мне как подходит, это смотри себе. Да, да. Все, я слился. Давай, разливайся. Заходи. Гостем закрываем. будешь. Ты нигде не отражаешься? Нет. Я нигде не отражаюсь. Вкусный? Вкусно. Освежились. Можно и на поиски еды отправиться. Так, вижу уже типа центр. Раз уж церковь видна, значит центр. Да не все закрыто, я надеюсь. Так, снова устричные места. Устричные места, это, конечно, хорошо, но хочется чего-нибудь посытнее устриц. Чего они здесь так все носятся? Реально будет как полный неадекват. Во-первых, на бешеной скорости, тормозят все со скрипом. Что происходит вообще? Вот опять много ресторанчиков в таких кабанах. В основном они все рыбные, устричные. Вот, пожалуйста, автомат по продаже устриц имеется тоже. Устромат. Но мы здесь еды той, которую хотим, не нашли. Мы попробуем сюда вот. Какое здесь все колоритное. Мохнатости, маски. Там. Да. Меню такие у них в дощечках. Классно. Все такое в тотемах, в каких-то соломах. Напиток у нас неизменный. Все выглядит очень красиво. У меня кордон блю с картошечкой с трюфелем, со спаржей, с перчиком. Смотрите, как красиво все украшено. Там помидорка еще записалась.
Прям очень красиво. А у Лёши супер аппетитный бургер. И какая-то опять супер аппетитная картошка фри, извини. Да, пожалуйста, пожалуйста. Хочу соус супер аппетитный. Выглядит просто бомбезно. Какая картошка вкусная. С трюфелем. Песто. Очень вкусно. Смотри, как все прекрасно. Все прекрасно. Вкусно. Такая хрустящая корочка. Внутри очень нежная грудка. Все это прям так сыр, ветчина. Очень вкусно. Вот картошечка вот с этой вот. Мне кажется, я угадался, но это так вкусно. Очень сочный и, да, и мясо не высушенное совершенно. Смотри. Да, да. Все как надо. Такой вкусный, правильный бургер. Это очень вкусно. И спаржа такая прям альденте. И перчик этот вкусный. Картошка вообще просто невероятная. Там, конечно, мне кажется, самое главное — это картошка вкусная. Такая пюрешечка прям идеальная. И картошка с трюфелечком из песто прям... Скажи, да? Да. Волшебно. Вкусно. Прям прекрасное местечко. С обезьянами такими. Здесь какое-то кресло такое для влюбленных. Хорошо. А вот наши кони. А вот и наши кони. Ноженьки. Простите нас. Простите нас, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Докрутите педали, пожалуйста. Устали вообще. Ну сколько мы проехали? Посмотри. 99 километров, 260 метров. Ну точно. И колбаса, и багеты, и кордон блю. И что там еще мы сегодня ели? И бургер. Все отработали. И мороженое даже тоже отработали. А? Мидии, что там мидии? Они провалились, мы их и не заметили. Вы снова прибыли к месту назначения. Мы здесь. 100 километров, 260 метров. Лёш, помнишь, мы ехали сегодня, и ты спросил, хочешь яблок? Я сказал, хочешь яблок? Я сказал, хочу. Смотри, Тут яблоко. тут яблоки есть. Большинство, правда, зеленые, но мне кажется, можно найти кислоспелые. Вот, например, вот это. Вполне себе, мне кажется, яблоко. Вот. Дорвались до яблок. Тынь. Ой, кислое, ну вкусное. На этой кисло-вкусной ноте, да, говорю вам сегодня bon nuit, bon soirée, bon, что там у вас? Bon journée, bon пока, au revoir, до завтра. Кислое, но вкусное.